Что? Соскучились, да, по дяде Лёше? Да? Соскучились. Ну давай, ну давай, иди обниму. Здрасте. Милости прошу к нашему шалашу. Здравствуйте. Вот Заморозка Мокза, Максим Семин, Мишель Грик, Катана, Ксюток, Снеговик Морозов, Хард 129, Снэк Рози, Крейзи, Чисто Бзден, Ангел, Аниме Чарт, ебой! Здорово всем, ребята. Всем, кого успел зачитать, всем привет. Всем, кого не успел зачитать, снова новые красавчики. 10 тысяч лайков поставили за прям вот прям за короткий промежуток времени. Я вас прям узнаю. Я соскучился, сука, про вам. 1000 лет не видел. 1000 лет, 1000 зин. Сколько лен, как говорится, сколько зин, да. Много было, да. Так, что хотел сказать. Ну что, всех рад приветствовать на этом, ребята, теперь уже еженедельном стриме на ютубе. Каждую неделю в субботу в 16:00. По какому времени? По среднеазиатскому? Нет. По московскому времени. Я вас жду на целую череду стримов, короче, касаемых тематики киберспорта. Хотел назвать «Я у мамы в киберспорте», но потом решил, это будет слишком скромно для меня, да. Спасибо за 10 тысяч лайков, да, молодцы. Вот, и назвал просто «В гостях у Харда». Что это вообще за тема? Что это за «В гостях у Харда»? Как ты знаешь, вот как-то какое-то название, да, вот тут... да? Какая-то шляпа какая-то усатая. Зато по-домашнему, зато вот... Эй, сука, соскучился я по тебе. Вот, зато как-то вот по-домашнему, как-то, знаете, вот как-то вот... Ай! Да? Чему будет посвящена эта тематика, ребят? Тематика эта будет посвящена тому, что мы будем приглашать на наши стримы ребят, которые добились чего-то в киберспорте. Киберспортсменов. Тир 3, Тир 2, Тир 1. В основном это будет Тир 2, Тир 1 команды. Мировые команды. Ребята, те, которых вы видите на киберсцене, на про-сцене. И мы сможем их приглашать на наши прямые эфиры. Я очень-очень-очень-очень долго пытался, шел к этой цели, добивался этого. И вот, наконец-то, ребята, я с Нового года решил вас порадовать новым, сука, контентом по CSGO. А то я же начинал с CSGO, ты знаешь, нет? А дядя Леша начинал с CSGO, да, начинал. И вот потихоньку, как говорится, вот идем и идем. Вот, значит, что я хотел тебе сказать. Значит, почему колокольчик не работает? Потому что YouTube... Извините, пожалуйста. Потому что починит. Обещают уже 2 года, никак не починить. Да. Вот, значит, ребят, тематика будет посвящена у нас киберспорту. То есть мы будем приглашать на стримы тех ребят, кого вы попросите в комментариях. То есть, как только этот стрим заканчивается, можете, ребят, лепить комменты, сказать: Хард, братан, блять, вот я всю жизнь мечтал Симпла увидеть. Вот хочу ему задать вопрос. Хочу Скрима увидеть. Не обязательно с СНГ комьюнити, ребята. По миру, всех, кого вы знаете, Олафа, Пашу Бицепса, ребята, сложно, да, будет их дернуть, очень сложно, но я себе попку наизнанку выверну, чтобы только этих людей выдернуть. Вот сейчас в чате вот напишите, вот кого бы вы хотели видеть на стриме? Любого вообще вот игрока вот с мира, с мировой команды. Ну вот любого вообще. Леха, соси, ты в слове соси 3 ошибки сделал. Твоей маме это не понравится. Не-не-не, любых, вообще любых, не только СНГ, не только там, кого вы знаете, русскоговорящих, вообще любых. Есть тема такая? Симплухо. Кто за кого топит? Многие за Симпла. Фолан, вижу. Паша Бицепс. Зевс был. Зевс не так давно был, алло. Вот буквально мы с ним стрим совместный проводили. Что, не смотрел, да? Ясно, девочка. Пашу Бицепса. Он, знаете, как разговаривает по-русски? Он вообще, блин, это офигенный чувак. Я давно за его этой наблюдаю, за его, так скажем, карьерой и вообще, как он развивается, как он играет. Это очень крутой чувак. Что хотел сказать. Ребят, сегодня у нас в гостях игрок команды Pro100 Айван. Он сейчас тренируется. Он сейчас буквально к нам присоединится в течение очень короткого промежутка времени. Жду вот от него звоночка в Дискорде. Как только он меня наберет, сразу же с ним залетим. Сегодня зададим ему вопросы, которые я подготовил. Вы зададите обязательно вопросы. Абсолютно любые.
Касаемо личной жизни, касаемо вообще какого черта вообще, как он начал, как он играет, по поводу конфига можете спросить. Что хотите, спрашивайте. Вот такой вот вам, можно сказать, вот вы общаетесь вот напрямую, вот прям вот с киберспортсменом, представляете? Представляете? Это не какие-то вам там разные, там непонятные. Вообще, ребят, на самом деле, в этом году я вам подготовил очень много нового, интересного, касаемого вообще тематики КС. Ребята, я заново решил собирать инвентарь в CSGO и решил его собрать. Раньше он у меня был там, по-моему, порядка 5-6 миллионов, да, кто меня давно смотрит. В этот раз, ребят, я решил собрать не только самый дорогой, но и самый редкий инвентарь в CSGO, то есть все абсолютно скины, флот собираю от 3 нулей, то есть 000 там и дальше цифры. Поэтому, ребята, тоже будет эта тематика. Будем собирать абсолютно все ножи, которые вообще имеются в CSGO, вообще все. Сейчас вот я записываю видеоролик, собираем на Twitch стримах непосредственно коллекцию крюков. Очень у нас так хорошо, кстати, у нас так стартануло, уже, по-моему, превышает несколько там, по-моему, порядка $1500 уже я потратил на эту коллекцию, хотя еще и не закончено. Хочу собрать самую дорогую в мире среди стримеров, я подчеркну коллекцию. Это очень важно. Где-то у меня на это уйдет порядка 20 миллионов. То есть это все вместе будет стоить вся коллекция порядка 20-ки. Это не просто там куча, я говорю, хлама, там куча драгонлоров, куча воев, да, там, ну, хлам там, ну, для девочек. Вот. А это будет огромнейшая куча реально разных скинов, совершенно разных, целые наборы будут. Увидите, ребят, инвентарь у меня открыт 24/7. Вот. Это одна будет рубрика. Вторая будут видеоролики, посвященные вашим подаркам, потому что я, ребят, посчитал правильным то, что если люди что-то дарят, почему это нельзя взять и сделать тоже из этого отдельный контент и увековечить ваши имена на ваших подарках. Почему вот привыкли так, что, да, вот вы ютуберам, там, стримерам, да, там, неважно, кому вы дарите, и типа бам, и... Почему мы вас не можем поблагодарить, да? Вы же нас смотрите, вы нам подарки дарите. А я вот решил вот такую тематику сделать, взять вам и сказать, ребята, вот я вот так вот хочу я вот так вот. И буду прям на подаренных вами, ребят, скинах, неважно, когда вы их дарите, буду прям делать видос на эту тему. И прям ник ваш прописывать. И навеки он увековечится в моем инвентаре, ваш скин. Ну, естественно, если это там от где-то порядка 3К и выше. То есть там ножи любые можете дарить, прям буду писать ники. Это такая маленькая благодарность вам за то, что вы меня поддерживаете, за то, что за меня топите и так далее. Ребят, на стриме специально не стал ставить донаты, это не нужно. Зачем? Сидите, кайфуйте, не тратьте бабки, это все мелочи. Кто хочет, он подпишитесь на YouTube канал. Значит, что еще вам хотел, ребят, сказать? Что еще вообще мы подготовили? Какую тематику? Друзья мои, тематика будет у нас заключаться еще в следующем. То есть первое, да, по КС-ке, это непосредственно тренировки. Видеоролик выйдет, я так думаю, уже завтра. Касаемых тренировок, киберспортсменов. Повторюсь, это будет все из первых уст. То есть я нахожу непосредственно ребят с киберспорта, и они напрямую с нами делятся вообще вот советами, видео, аудио прям записывают, то есть не с моих слов, а вы прям напрямую сможете услышать, допустим, как тренируется Зевс, как тренируется Simple, как тренируются вообще ребята, как вот они готовятся, то есть как вот они вот, понимаете, как вот, да хер его знает как. Ну, я вот не нашел в Ютубе, да черт его знает. Все какие-то догадки, мифы, легенды, и никто толком не знает. А вот вы прямо из первых уст вот возьмете и услышите, как вот лучшие снайперы мира тренируются. Вот хотите узнать? Вот как они тренируются? Никто же не знает, правильно? Правильно. О, а вот на нашем канале узнаете. Так что, как-то так. Значит, получается советы, то есть какие-то подкасты непосредственно касаемо тренировок, касаемо на каких девайсах играют. Реально, на каких девайсах они играют, только не рекламные какие-то, да, ролики, а реально, на каких девайсах играют киберспортсмены сейчас. Это тоже очень интересно. Значит, что можно еще будет посмотреть? Например, можно посмотреть непосредственно, поспрашивать вообще, с чего люди начинали. Можно будет на Катовице куда-нибудь съездить, или минор, мажор вот сейчас проходит. То есть, ребят, очень мне стало интересно, когда-то это была моей мечтой, наверное, мечтой вообще абсолютно любого
человека, любого, да, игрока, пытаться чего-то добиться. Сейчас, ребят, непосредственно я записываю видеоролики, да, и хочу сделать следующим образом. Мармок, ребят, не киберспортсмен, это простой блогер и не более того. И уровень его игры, поверьте, он не сильно высокий, потому что вы сами знаете, как играют ребята в киберспорте, как играют на профессиональных кибераренах. Там наши скиллы, мой, его, это даже близко не валяется, поэтому, ребят, можете не спамить. Нет, его я приглашать не буду, эта тематика касается только киберспортсменов, кто выступает на про-сцене, ребята, это очень важно. Значит, что еще хотел сказать? Так, что я хотел еще сказать? Что-то очень важное. Какие-то у меня вам подгоны приготовлены, я ведь точно помню. Какие-то очень крутые подгоны были. Ну, подгоны на этот месяц в виде видеокарты и всего остального я вам, ребят, тоже приготовил, потому что на канале Твича есть у нас реклама, которую там 5 минут я, да, там в день делаю. Ну, естественно, часть бабок я вам, ребята, рад подогнать. Там 2080 Ti RTX я приготовил, 1080 Ti разыгрываться будут на стримах на Твиче. То есть, ну, как обычно. Так, и самое важное, ребята, тоже, что я хотел вам сказать, это то, что стримы теперь будут каждый выходной. Я, блядь, безумно этому рад, правда, ребят. Это не возвращение на YouTube, это просто такой, знаете, небольшой камбэк. YouTube, ребят, к сожалению, пока что не работает, то есть не присылает оповещалки, и буду очень рад, если наконец-то ютубушка начнет работать, оповещать о начале стримов, обо всем остальном. Вот, сейчас дожидаемся, да, непосредственно Айвана. Ребят, можете, в принципе, задать вообще абсолютно мне любой вопрос. Спасибо, кстати, кто подписался, спасибо за донат. Ребят, не тратьте бабки, это не нужно. Да-да-да, забыл, да, сказать спасибо, что напомнил, братан. Спасибо, Арх, спасибо. Все эти советы, ребят, да, вот тот совет, допустим, как тренируются киберспортсмены. Я, ребят, сейчас сам возвращаюсь в КС, то есть прям очень плотно. Я возвращаю тот скилл, который у меня когда-то был, наверное, даже и лучше, потому что все то, что вам люди советуют, я проверяю на себе. Допустим, как я тренируюсь, как правильно это делать. И в видеороликах вы, ребят, тоже самое увидите. То есть вы тоже самое увидите, как вообще... Как люди тренируются и как быстро можно поднять свой скилл. Самое главное, ребята, недавно совсем узнал одну тему, которая меня просто вышибла, блин, мне мозг. Встала у меня проблема с FPS, с варами, да, вы сами знаете, то, что у меня очень крутой комп. И, к сожалению, ну, КС-ка не воспринимает нормально крутые какие-то компы там, да, или еще что-то. Ребят, хотел сказать следующее, то, что все, что есть на Ютубе, это полнейший шлак. Малый процент информации, процентов 30, как на самом деле фиксятся вары, как на самом деле на что надо обращать внимание. И, если честно, ребят, FPS вообще ни хера не показатель. На самом деле, мне просто вот недавно комп настраивали, и я охренел. Есть очень, ребят, хорошая тема. Я поговорил с этим человеком, и в ближайшее время на канале выйдет ролик. Этот человек помогает настраивать компы киберспортсменам. Очень многим настроил с тир-1 команд, там, с другим, с про-лиги. Ребята, для вас у меня есть подарок. Я сделаю видеоролик. Я договорюсь, можно сказать, уже договорился с этим человеком. Неважно, сколько и что это, как это стоит, это все мелочи. Ребят, самое главное, что вы теперь сможете ваши компы реально круто настроить. В ролике все самым подробным образом объясню. Забейте болт на все эти конфиги, не конфиги, ребят. Такая все это шляпа. На самом деле комп можно абсолютно любой почистить, можно абсолютно любой комп. Я прям подробно расскажу, что делается. Даже самый странный комп. Ребят, вы просто охереете, понимаете, насколько все четко, гладенько и чистенько идет. Вы реально просто охренеете. Как можно настроить КС-ку, и... это просто вынос мозга, бля. Сейчас я, да, сам играю на КИС-лиге, ЦИС, КИС, как хотите ее называть. Ссылка есть внизу в описании, если что. Каждый день играю на стримах, так что залетайте. Всем стрим-снайперам моим огромный респект. Привет, ребята. Все, кто мощнее меня играют, тоже залетайте. Красавчики, я при помощи вас, можно сказать, учусь играть. Ну и давайте, ребят, на пару минуточек, наверное, зайдем в КС-ку, да, пока у нас Айван тренируется. Кстати, у Айвана сейчас тренировка с командой Фейс, с Фейс-кланом, так что держу в курсе, ребята, как-то так. Пойдемте, да, быстренько залечу в КС-очку, заодно вам покажу, какие самые последние скины, ребята, мы с вами вывели, что сегодня будем выводить, так что держу в курсе, ребят.
Будет ли сегодня Skyrim? Да, конечно, на вечернем стриме, но только сегодня не Skyrim. Сегодня я приготовил вам такой веселый стрим. Люди очень давно просили фан-стрим, так что вечерочком на Twitch-канале, конечно же, запилю, конечно же, сделаю. Напомню, ребят, всем то, что стримы проходят каждый день. По субботам я стримлю на YouTube, и по выходным, ребята, я стримлю уже непосредственно на Твиче. Ой, господи, по субботам стримлю на YouTube в 16:00. Мы с вами делаем вот эту рубрику «В гостях у Харда». А так каждый день вас жду в 16:00 и в 20:00 на стримах на Twitch-канале. Поехали, ребята, я вам покажу тут маленечко там, да, там какие-то там советики, там дам еще что-то. Ну и посмотрим инвентарь. Тут я потихонечку начал поднимать. Кстати, можете поздравить с первым лямом, ребят. Я вот совсем недавно поднял, ребят. Кейсы будут? Нет, кейсы гемблинга, ребят, не будет на канале 100%. Я к этому возвращаться не буду, я свое слово сдержу. И будет правильно это, потому что нервотрепка, ребят, есть очень много, куча нового интересного контента, вы понимаете? Вечно, когда стример кормит свою аудиторию там одним и тем же, это все шляпа усатая. Контент, высосанный из пальца, это говно. На своем канале вы за меня топите, ребят, вы на меня подписываетесь. Неужели я жопу себя не разорву и не сделаю для вас крутой, мощный контент по КС-ке? Ну, согласитесь, ребят, но почему нельзя сделать очень мощную тему, правильно? Так что как-то так. Так, ребят, давайте посмотрим, да. Кстати, по поводу коллекции, ребят, кто меня спрашивал, да, у нас пошли коллекционные вещи. Пока вои, лоры, их немного, их там буквально 5 штук. 4 воя, там 5 лоров, это все мелочи. Вчера, ребят, только вот буквально выдернули подтвержденное убийство, нашли пистулечку. Кстати, можете писать в комментариях к видеоролику, какой бы скин вы хотели бы увидеть. Тоже есть ссылки внизу в описании, ребят. Ну, я меняю на мане, это типа реклама, но это такой бред. Я не знаю, зачем они заказывают рекламу, потому что и так там все меняют на CS Money скины. Там, кстати, добавилась опция, что теперь можно скины докупать, то есть редкие, допустим, если бабок не хватает, то вот это очень круто. Так что, ребят, мне буквально не хватает несколько ножей. Вы знаете, самое что забавное? Вот в этой коллекции, да, ножей, они все, ребят, от 3 нулей, то есть 000, это очень редкие флоты, на самом деле, и... Не часто их встретишь, вот так скажу, не прям мега редкие, но не часто их встретишь. Ребят, самое забавное то, что выкупил самые дорогие ножи, это выкупил рубин, сапфир, прикиньте, выкупил изумруд, нож и выкупил лор. А простых, самых каких-то непонятных ножей я найти не могу. Вы прикиньте, я ищу, в жопу рву, я найти не могу простые ножи, ребят. Самые вот элементарные, я... Не могу их найти, да, с нормальными флотами. То есть они есть там немного поношенные после полевых, в закалке. Я не могу их найти, прикиньте. То есть это просто вынос мозга. Братва, обязательно вам хочу в этом месяце разыграть. Наверное, я для вас разыграю, ребят. 1 лор, 1 вой, ну и какой-нибудь нож хороший. Потому что вы, ну, за меня топите, вы меня смотрите. Ребят, чем больше лайков будут собирать, просмотров, лайков, вот эта вот КС-тематика, вообще абсолютно любая, которая будет выходить на канале, ребят, буду прям разыгрывать в прямых эфирах вам эти скины, потому что вы этого достойны. Не буду делать там какие-то хайповые посты, видео, нахер это нужно. Зашли, вы за меня топите на стриме, бам, залетели вам, бам, лорчик разыграли, да? Вот это крутяк. Я вам сегодня бы хотел разыграть лор, но у меня, ребят, бантрейда лежит. То есть буквально через 5, по-моему, уже дней. Да, вот 15 января уже можно будет делать розыгрыши. То есть бантрейда спадет и можно будет пилить. Друзья мои, хотел бы вам сказать, напомнить. Да, кстати, я, наверное, даже скинчики эти не поставил. Я только вчера их взял. Спасибо огромное, ребят. Как вы думаете, ребят, какой самый дорогой скин в CSGO? Все ли знают, ребята? Какой самый дорогой скин в CSGO? Щедро. Да какая щедрость? Причем здесь это? Какой, ребят, самый дорогой скин в CSGO? Кто знает? Вот мне сейчас интересно. Сейчас я маленечко прям потренируюсь, а то нам сегодня играть. Давайте я с дигла прям начну. Спасибо за саб. Спасибо, родной. Вой, неверно. Лор. Какой лор? Кто знает? Сувенирный лор. Ну вот, пошли правильные. Керамбит паутина. Нет, родной. Друзья мои, совсем недавно на площадке, сегодня мы посмотрим
площадку. Я не успел, ребят, выкупить. Не то, что не успел, у меня, если честно, бабла не было. Не успел выкупить. Первый раз в жизни, ребят, представляете, я играю с 2000 года в КС. Не успел выкупить его. Ну, не было у меня бабок, ребят, таких. Сувенирный лор прямо с завода, представляете, лежал. 1 300 000, друзья мои. 1 300 000 он стоил 15-го года, по-моему, если я не ошибаюсь, лор этот. И представляете, я его, ребята, не успел. Не успел я его выдернуть. Ушел так же, как и пришел. А хотя были бы, ну, скины к этому моменту, естественно, я бы... Это, ребят, простая разминка. А то сегодня играть с киберспортсменом, да, он сейчас придет буквально уже через минут 20, а я не размялся, да, даже. Ребята, в видеоролике, который выйдет очень скоро на канале, вы увидите, как я сам сейчас тренируюсь. Я не тренируюсь не только на стримах, я вне стримов тоже сейчас очень много времени посвящаю Counter-Strike. Ребят, поднимаюсь на кис-лиге, то есть с самого нуля. Я сделал, ну, простой свой аккаунт стримерский, и сейчас поднимаюсь, несмотря там на стрим снайперов, я не ставлю ни задержки, ничего не ставлю. Так что держу в курсе, ребят. Залетайте, буду очень рад вас видеть на стримах. Стримы, повторюсь, проходят каждый день 16:00. 16:00 и 20:00. Каждый божий день. Лех, ты расписываешься на стене? Бро, да нафиг тебе надо бабки тратить, чтобы тебе стример расписался? Будешь, увидишь меня на каком-то мероприятии, подойди бесплатно, господи. Я тебе и сфоткаюсь, и распишусь, и все что угодно сделаем. Не тратьте, братва. Как... я еще сейчас буду деньги за росписи брать. Вы что, угораете? Если будет какой-нибудь плагин сделают с автоматическими росписями, может, я припилю. Не покупай лор прямо сувенирный. Да если вы, брат. Какой у тебя ранг в КС? Да я играть не умею. Какой у меня нафиг ранг в КС? Я сейчас стараюсь закомбечить скилл. Какая у тебя мышка? У меня, лично у меня, Zowie EC1. Но это не топовая, ребят, мышка. Сегодня, кстати, зададим вопрос, ребят. Сегодня очень будет интересный стрим, потому что сейчас придет чувак, и вы можете ему задать вопрос по поводу девайсов. На каких девайсах они играют. Потому что сейчас очень многие профессиональные игроки ушли откуда? Ушли, ребята, с мышки Zowie, ушли на Logitech. Беспроводные мышки. Вот сегодня увидите. Сегодня, ребята, посмотрите. Сегодня можете напрямую спросить у киберспортсмена. То есть не у меня, у какого-то простого Васи, да, там, стримера. А у киберспортсмена, на какой он мышке играет и почему он именно ее выбрал. Сегодня можете задать любой вопрос. Пс, пс, поди сюда, поди сюда. Поди сюда, братан. Поди сюда. Пацаны, а хотите, я конфиги буду у них их брать? Хотите эксклюзива вообще? И так эксклюзив будет, потому что они у нас будут на стримах. Хотите, я у них буду их конфиги брать? А? Конфиги, с которыми они играют. А? Да? Волосы поправь, да ладно. Я просто на горке катался. Со своими на горке. И как херанул на снегокате. Чуть-чуть, я думал, руки оторвутся. Короче, ребят, конфиги с меня. Поняли? Конфиги, ребят, с меня. Конфиги от каждого киберспортсмена, который к нам будет приходить. Конфиги буду прям кидать в описании. Это для вас тоже подгончик. А вы выберите, который вам нужен. Леха Кривой. Не, ну, братан, не как ты, конечно, играю. Это понятно, что ты-то, да? Ты, наверное, прям это, да? Не, ну я... Нет, ну ты, надеюсь, меня научишь, ладно? Я просто не умею, как ты играть. Очень надеюсь, что ты научишь. Я буду очень ждать этого. У тебя волосы седые. Ты меня раньше разве меньше от этого любить будешь? Блин, столько не стримил на ютубе. Меня пипец как по своей ютуб аудитории соскучился. Сегодня, кстати, с Сайвоном 1 на 1 обязательно сыграем. На им-карте.
Посмотрим, с каким я ему счетом просру. И в запретной зоне посмотрим, кто кого сделает. Сколько в среднем, ребята, я вам спойлерну, сколько в среднем на тренировке киберспортсмены ботов убивают. То есть на разных картах до 3000 ботов, ребят, лупят. Вот сейчас я убил всего 170. То есть, чтобы размяться, в среднем до 3000 ботов люди. Там с доводкой, допустим, вот сейчас, да, вот как вот тут. То есть тупо, чтобы убивать с доводкой кого-то. То есть просто люди разыгрываются, люди, ну как ты сел за комп, и ты тупо привыкаешь. Понял? То есть ты просто начинаешь с любых позиций, в упор. Потому что, да, зачастую в упор ты зажимаешь же, правильно? Ты профессионал у меня, ты же в упор вот так, да, начинаешь стрелять. А есть люди, которые просто даже в упор, они просто вообще не теряются. То есть они прям по одной кнопке, им вообще плевать, они бам, доводочка. Понимаешь? Ролик по, ребят, настройке компа любого от i3 будет очень скоро на канале. Прямо с первых уст, ребят, запишу. Вот это будет очень крутой ролик. Вы просто охереете, как у вас компы залетают. Просто вы охереете. Потому что у меня со стримом, даже со стримом, у меня настолько гладкая картинка. Сейчас не смотрите на FPS, там, на все остальное. Сейчас вообще не смотрите на это. Самое главное, ребят, на самом деле, не FPS вообще в игре. Самое главное, это гладкость вашей картинки. Это очень важно. Ты с читами стреляешь. Учитесь, ребят, обязательно тоже доводить. То есть учитесь, понимаете? Вы представляете? Машка на тебя смотрит, а ты... И такой раз пошел. Ты знаешь, такой... Ну там Вася там стреляет, что-то метится. А ты такой, Маш, смотри, как я могу. Это меня Леха научил. Бам, все, Машка с тобой идет. 10 тысяч онлайн. Ребят, я вас рад приветствовать на канале, на самом деле. Поздравляю вас вообще со всеми новогодними праздниками. Сейчас старый Новый год, ребят, не за горами. Буду теперь с вами каждую субботу в 16:00. Welcome, ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться и нажмите, ребят, этот сраный колокольчик. Уведомления, правда, ни хера не приходит. Нормальное, но если что, держу в курсе. Выруби читы. Да какие нахер здесь, братан, читы? По поводу снайперки. Как тренироваться? Ребят, только только время. То есть вы тренируетесь на снайперку, не знаю даже, что подсказать. Сегодня, кстати, можно спросить будет, как вообще люди тренируют. Снайперка — это только голова. Привыкайте, ребят, сразу. Не убили в голову, вы умерли. На высоком левеле игроков вас просто будут иметь. Не убили в голову, все, вас нет. Ясно? В принципе, все очень просто. Лех, братик, когда мерч? Ребят, на мне уже мерчи, я сейчас их тещу. Ребят, я стираю их, там, чтобы ничего ни в коем случае не отлетело. Я чекаю, ребят, то есть, ну, чтобы все четенько было, чтобы ткань была приятная. Братцы, мерчи уже есть точные цены на мерчи. Ничего не будет, футболки, ни одна футболка не будет выше косаря, ребят. Даже с учетом вообще всего. Доставку выберите сами, прикрутим много разных способов доставки. Доставка будет и в Украину нашим братцам. Кстати, всем огромный привет, ребят, кто меня с Украины смотрит. ДНР, ЛНР, неважно куда, с Германии, по всему миру, ребят, будет доставка, так что не парьтесь. Как называется карта? Ребят, карта называется Aimbots. Это в мастерской ее просто дергаете. И все, и трените. Трените. Как только, ребят, FPS настроите и уберете все вары, все это будет по-другому. Как это происходит, я вам сейчас покажу примерно, как это происходит. То есть, ну, чего можно добиться, если вы будете, допустим, играть. Самый простой этот. Вот просто вы заходите, простой бой насмерть. Я сейчас возьму дигл. Привыкайте, когда трените бой насмерть, ребят, это не от меня сейчас совет. Это советы от людей, которых мне, да, передают свой опыт. Тоже это все киберспортсмены, это все люди, которые
уже там где-то. Зевсу огромное спасибо, Даня, огромный тебе, блядь, респект от всего нашего канала, братан, за то, что так помогаешь, топишь. Спасибо огромной команде Нави. Там, я не знаю, Симплуха, если услышит, тоже ему огромный привет передавайте. Топлю за вас, ребят, красавчики. Вообще, блядь, просто они очень стараются, ребят. Я прям с ними сейчас стал поближе общаться. И мне очень приятно прям слушать. На этом, ребят, на разминке... Как задонатить? Не донать, братан, не надо это бабки. Я специально, ребят, даже донаты выключил. Зачем вам тратиться? Привыкайте, ребят, вообще в любой игре. То есть, допустим, если вы бой насмерть, да, играете... Вот увидите, с АВП он, не с АВП, вообще без разницы. Если вы начинаете тренить ваш АИМ, да, то есть привыкайте убивать с одной пули. То есть только так. Так что, на самом деле, это лучший совет вообще в мире. Неважно с чем он, с эмкой, с авапой, все, если вы научитесь убивать, в принципе, в этом и есть весь секрет. Просто обычный шот в голову, ребят, и, в принципе, и все. Так что я, получается, разминаюсь... Воу-воу-воу. Я, ребят, разминаюсь очень просто. Я играю на АИМе сначала, где-то ботов 500 убиваю. Это очень мало, на самом деле. То есть, ну, это я на стриме делаю, дабы время не тратить. Так, вообще, обычно где-то порядка 1500 ботов я накидываю и... стреляю. Все прекрасно, ребят, знают то, что у меня самое худшее вообще пистолет, ну, худшее оружие, с чего я умею стрелять, это дигл. Поэтому на стриме я специально играю с этим оружием, то есть, чтобы его как можно лучше использовать, как можно круче, да, и бодрей. Потому что, ну, допустим, если я сейчас калаш возьму, естественно, мне здесь будет, ну, просто слишком. Вот, поэтому я начинаю всегда с дигла тренировки и постепенно перехожу, допустим, два боя насмерть делаю с диглом, дальше я уже перехожу непосредственно на калаш, если нужно, потренирую снайперки. Какую роль занимаю, ребят, понятия не имею, сейчас больше я тренирую стрельбу, потому что это очень важно, ребят. Как стать спонсором? Внизу есть ссылочка, ребят. Если кто хочет поддержать, он просто на канал подписывайтесь и вообще не заморачивайтесь. Вообще лучше бабки не тратить, ребят. Это контент сделан не для бабок, а просто для того, чтобы вы кайфанули, отдохнули. И не более того. Давайте я посмотрю сейчас Айван. Да, Айван пока тренируется. Он сейчас буквально, ребят, он мне сказал, он задержится прям вот... Ну да, наверное, еще минут 10, а максимум у них будет идти тренировка. С фейзами, ребят, играют, так что как-то так. Спасибо огромное. Спонсоры приехали. Спасибо, ребят. Спасибо всем за спонсорки. Вообще от души вам, ребята. Прям красавчики. По поводу, ребят, серверов и игры на ММ. То есть, как лучше играть, где лучше играть. Друзья мои, сейчас КС стала бесплатной, да? То есть, КС-ка стала бесплатной, и зачастую, да, пошел наплыв читеров, потому что, ну, всем плевать стало на аккаунты, да, на их. На самом деле, ребят, можно играть на нормальных серверах, играть за копейки, где нет читаков, токсичных ублюдков разных. Так что как-то так. 1К задонили. Спасибо огромное, ребят. Я сейчас зачекаю. Сейчас зачекаю, ребят. Сейчас, давайте, сейчас я прям одну хочу сыграть, посмотреть просто, как пойдет. Сейчас вот эту 8 минут я побегаю с диглом, и потом прям примерно покажу сейчас, как я начал. Ох, нихера его там. Нифига его лагает. Спасибо. А как он так играет-то вообще? У него нормально все вообще, ну, в целом? У него как вообще дела обстоят? Огромное, ребят, пошло засилие, да, читаков. Сейчас, кстати, на эту тему поговорим обязательно с киберспортсменами. То есть спросим их, ну, как вообще у них пошла. Как скин называется? Кровавая паутина, статрек. Прямо с завода. Артем Цигил со мной зашел. Здорово, братан. Здравствуй. Это уже наши ребята, наши зрители залетают. По поводу стрим-снайперов, я, ребят, повторюсь, я только за... Не знаю, почему все стримеры, мои коллеги по цеху всегда бомбят на стрим-снайперов. По-моему, круто, когда люди хотят с тобой поиграть, ты же стример, и все-таки это тоже целый геморрой, чтобы зайти, попасть, успеть сконнектиться. Какая у тебя сенса? Братцы, я очень скоро вам покажу, на какой я сенсе играю, то есть как, что, где и зачем и почему. Очень скоро, ребят. Так что не переживайте. Айван, да, сейчас очень скоро, ребят, зайдет.
плавность. Порой, ребят, люди даже не представляют, как можно играть. Вы когда будете плавно доводиться, вы просто охренеете на свой скилл. Вот ваш скилл в игре, он, ребят, просто он в разы раз. Просто он прыгнет прям, знаете, будет такой резкий скачок в игре. Вот, видишь, он сидит, и он даже не понял, что произошло. Он просто в лицо получил, все, у него все нормально уже. Видишь? Неважно с чем он, авапа, не авапа, херапа, все, в лицо дигл, до свидания. Да, братик, здравствуй. Здорово. Вот, видишь, то же самое. Сколько убийств дигла? Я его только вчера взял. Здравствуй, здравствуй. Красавчик. Красава. Здравствуй. Я за 10 чем. Сейчас, ребята, я возьму калаш, я поиграю с калашом обязательно. Какой у тебя ножик? Ножей, смотря какой из них, братик. Я собираю коллекцию. Мейн ножа у меня сейчас нет. Мейн нож у меня... Какой будет? А мы проголосуем, ребят, за мейн нож. Мы просто тупо проголосуем и вместе решим, какой нож будет мейном. Я за керамбит. Я, сами знаете, ребят, я к керам очень хорошо отношусь. Это любимый мой тип ножей. Так что я, если что, браться за керу. А вы за что? Ща, братан. Че еще раз? Че еще раз говоришь? Я за керу, да. Такой, типа, сижу, стрима смотрю, может залететь все-таки, подонять с игла попробовать. Ну, видишь, залетел. Ну да, повезло. Просто давно с игла гонял, вроде умел, сейчас что-то какое-то это... Да, в смысле? Вы че, братцы? Давайте-ка не дурите. Вот, ребят, то, о чем я говорю. Вот эти вот все... Вот эти все доводки, они будут у вас только, когда у вас будет плавный FPS. Есть плавная FPS-ка, все, ребят, вы просто, вы боги, вы короли, понимаете? Вы доминируете, анонируете, анагилируете. Все, что вы хотите, делаете, понимаете? Как только у вас есть вот эта вот плавность в игре. Как ее сделать, ребят, я вам очень скоро покажу. Я говорю, вы будете стрелять просто как, я не знаю, как боженьки. Так что как-то так. Это вот я бегаю, я даже калаш еще в руки не брал. Че еще раз? Керамбит градиент. Уже на ютубе стрим, алло. Каждую субботу в 16:00 стримы. Ага, окей. Hello. Как тебе залететь? Я даже не знаю, бро. Ну, внизу есть Steam Trade, если интересно там. Вак, блять! Я даже ради этого голосовой чат погромче сделал. Красава. Он обычно на нуле был. Там шкальники. Ну чё, где скилл-то твой? Я не знаю, Сейчас я, ребят, калаш возьму, постреляемся. Стоит, выцеливает. Что-то в башку у меня не залетело. Или авапу взять. Калаш или авапу? Что хотите? Могу побегать. Давайте одну разминку побегаю. Калаш, авапа, что? Лол, я мимо головы почему-то стреляю. Бывает. Рыли. Леха, просто повезло. Тупо Здорово. зашел и Леха. С чего? Да с чего хотите, вообще без разницы. Артемка слабо. Это везение. Калаш, АВП, ребят, что взять? Да, тупо везение. Просто такой залетает, попробуй с зигла погонять. Встречаем Харда. Да ладно.
Калаш. Самого лучшего стрима. Окей. Спасибо, родной. Давно смотришь? Чё там, кого ты увидел? Сфоткал, нет? Опять ты? АВП? Ну, за что протопите, то и будет. Да алло, эй! Заколдованный тип. Бывает такое, что вообще не летит. То есть прям, ну, в башку вот просто тупо не залетает. Калаш? Не понял, откуда там? Ой. А калаш? Ну давай с калашом сейчас. Сейчас минуты и с калашом отыграю, окей. Калаш, да? Давайте. Могу с АВП, вообще без разницы с чем. Сейчас уже Айван придет, а мы натренированы. Успел. Калаш, окей. Все, добро, калаш. Братва протопила за калаш. Вот видите? Вот что ты в этой ситуации сделаешь? Каким бы ты киберкотлетой не был, что ты сделаешь? Вот тебе просто человек выходит, сразу в щи вешает, сразу. Просто с дигла через всю длину, бам. А? Чё, еще раз? Да мне это... Да, обосрался. Чего, блядь? Кого, блядь? Со спины бац, я такой крыс надо стрелять, я побежал. Калаш, окей, окей. Ребят, как у вас вообще дела? Как у вас праздники? Как у вас выходные прошли? Как вы вообще сами? Я, блин, столько людей не видел. Столько вас вообще просто 1000 лет вас не видел, ребят. А, бля. Как у вас? У самих? Не, КСК это типа хоррор на максимал. Давай сейчас калашом отыграем. Вот я, видишь, с пистом, по-моему, 2-е и 3-е место. Это вообще не напрягаясь даже. И то это по очкам он, по-моему, выиграл. А, нет, 59. 59. Бери USP? Не, ну если 20к лайков поставите, я USP возьму. Как задонатить? Никак, братан. Я отключил вообще донат. Они не нужны, ребят. То, что вы со мной, это уже все, достаточно этого. Спасибо. Не надо, пацаны, донатить. Хотите, я чат читаю. Башка туда поворачивается, я чат читаю. Так что, ну, держу в курсе. Ну что, калаш? Херово. Что началось-то? В смысле херово? Чем помочь? Давай поможем. Херово ему. Твоими молитвами, ты же мой яхонтовый. Блин, не то сделал, погоди. Калаш. Ну шо? Аниме? Обратите внимание, ребят, на доводки все. То есть, как доводится. Очень много шотов будет с доводки. Кто лайки на стрим не ставит, тот Люся. Люся. Ну где все-то? Никого не видно, не слышно. Блять, невозможно с одной пули убивать. А нет, возможно. Кто говорит? Кто говорит, с автонубом играет, тот Люся, блядь. Ага, с калаша начали. Понятно. А это он на читы, да. Подрубил. Ясно все. Все, ясно, нас стример подрубил, ясно. Бан, блядь. Ты тайминг, На ёпта. двоих. А ты где? Я тебя найду. Я вычислю тебя по... Ай, бля. Наша школа вычисляет по IP, сразу гордость прям берет. Я же понял. Диго, это уже все. Ну чё, где люди-то?
Не понял. Где народ-то весь? Бегаю по карте, вообще нет никого. Где люди-то все? Алло. Братан, нормально все? Ты держи только в курсе. Как вообще, ну в целом, в общем? А я понял, ты где. А ну-ка. Нет, ладно. Обидно, да? Да. Сука. Объект. А что ж такое? Я пытаюсь до шорта дойти, мне просто не дают. Блять, я вообще просто людей не вижу. Дайте мне людей. Можно, нет? Алло. Где есть, нет кто-нибудь? Есть, нет кто-нибудь вообще? Здорово, Лех. Здорово, бро. Все наши, походу, дела залетели. Привет всем. Здорово, здорово. М249 бери. Да, все, я не играю. Были бы. Ясно, блядь. Ясно, говорит, на стриме с щитами играет. Ясно, блядь, бан. Да, ребят, сейчас бы с такого ака играть с щитами, ёпта. Нихуя ты там, шароёб. Молодец. Ща все будет. Да нет, не будет. А! Ух, Шароёб, ты меня называла. где Тай-та-тай. же наш хак? Тара-тара-та-тара. Он рядом был. Ну чё тишина такая? Где люди-то все, ёпта? Дайте мне поубивать людей. Мы ж Бери типа нож. не идем. Да нету и не видно никого. Где они вообще все? Это свои. Вон он один бегает. Просто зажимаю как дебил. Я, говорит, у меня, говорит, тактика простая. Я просто зажимаю как дебил и все. Ты обратно на YouTube? Не, братик, я... Не обратно на YouTube, я по субботам теперь на YouTube. Каждую субботу. Сейчас Айвана ждем. Сейчас Айван, ребят, придет. Где люди? Я вообще не вижу людей. Где? Дайте мне кого-нибудь, я им глаз высосу. Вообще нет. Где люди-то все? Я, говорю, человек простой, я зажал и все нормально. Ну давай позажимаем. Ура. Лол, блядь. А он в лангу сидит. На лангу он. Кого? Кого, блядь? Кого, блядь? Привет. Ой, блядь. Здорово, здорово, брат. Сейчас, блин, весь смысл Кого, блядь? начнется, Топ вообще реакция. как в Дискорде. В Кого? Дискорде забанить. Че давно? Дурачок, что я тебе могу сказать? Не, я там есть, типа, я там говорить не могу, о чем. А, ну нормально. Это же самое главное. Сейчас бы в говорилке... Ну, блин, я списать могу, поговорить нет. Сидел, общался. Бля. Сидел, общался, все нормально было. Тай-ра-тай. Это взяли просто, замутили меня. Ай-яй-яй, какие админы плохие. ESP 20 тысяч стоит, да. 21, что ли, Да. тысячи мы вчера взяли. Не помню сколько, по-моему, 21. ХД искать это как? Ну, за грибами ходить. А я нашел. Нашел? Не умер. Лол, из него одно. Да попади ты в голову-то ему, господя. Чешется. О. Я харду там чувствовал. На, поймал. Не зажимай, родной, учись по одному. Да я понял. Окей. А, был дурачок. По одному научитесь, зажимать будете как
Как, блядь, боженьки. Ой, блин. Я думал, там другой. Поближе, Лол. стрелять, 20к лайков. Спасибо, ребят. Спасибо. Да не надо стоять. А я не стою, я двигаюсь туда-сюда. Спасибо, братцы. Как добил. Ярик. 20к лайков. Ай, от души. Шат ранил, пойдет. Вы ж мои. Дорогие. Спасибо. Не понял, откуда голос в ночи. Там про мышки была речь. У меня обычно фортеч. А 7-я. На самом деле, Зови не так дорого стоит. Ну, относительно. Они, блядь, они неубиваемые. У меня же знаешь, сколько Зови мышка об стену летала? 2000, да? 10 лет. Да-да-да. Да не, какой ты, с ума сошел. Но у меня мышки, у меня старые есть, а которая не сенсор стоит. А он не робит. Да я на X7 сижу, мне нормально. Леха, О, X поднимает. X7 это классно. И клава, Нет. Да, блядь! Сука, он заколдованный. клава, фоточ, механик. Че? USP бери? Вроде, вот. Окей. Вот когда Кто ты угадает, мышку какое покупаешь, количество фрагов будет с USP? пытайся играть, Кто угадает? невозможно. Да, это нереально. Это просто дебилизм. Ты просто, типа, пытаешься попасть, ну... Ну, типа, это не попадаешь. Покупаешь новый девайс, это смерть. Нет, Смерть. ну не только смерть, это типа, блин... Где напарник? Сейчас, ребят, он придет, он на тренировке с фейзами. Сейчас он будет. И не получилось. Очень скоро сейчас будет. Я мантик гиперконфета, идите сюда все. USP на 20к, да уже. Сейчас поиграем. Это на нож берет. На, что, вот. 20к, окей. Сейчас доиграем. Сейчас эту доиграем, минута осталась. Чё, на диван? Можем вообще, кстати, запретную зону сыграть. Без проблем. Хотите запретную зону сыграем? Вообще без вопросов. Да. С USP все-таки, да, Мне просите? нахуй Ну до сих давай. пор трясет все, сука, то, что я хардов встретил, пиздец. Да, блядь. Сижу тут нахуй на бочке, блядь, на пороховой. Иди сюда, Скарлетт, ну иди сюда, кыс-кыс-кыс. Родненький ты мой, иди сюда. Бля! Нахуй Отошёл. вылетел. Роднотуленька ты моя, иди сюда. Бля. Я тебя начал смотреть, не помню, с прошлого года. Ну и как? Нормально, Удачно. Мне весело. Мне нравится, мне весело. Самое главное. Бля, помню, как ты в балаклаве еще сидел, как World Plus играл. Было так вообще классно. Чуть не обосрался один раз, блядь. Жза. Катил, смотрел. Fallout это тоже весело. Я, блин, все серии пытался успевать на Fallout. USP? Просто Давай USP и запретку, ладно? Давайте USP и запретку пойдем. Fallout это вещь. Вообще изи. Сейчас я у него спрошу, через сколько он будет. Сейчас он очень скоро уже придет. Здорово, ребят. Ты дома, блядь. Угу. Так, сейчас, секунду. Сейчас я зачекаю, ребят. Сейчас я точно вам скажу, через сколько он придет. Сейчас, прям одну секунду. Можно, в принципе, пойти дернуть какой-нибудь скин новый для коллекции прям при вас. Как вы думаете? А? Может, скинчик какой-нибудь выдернуть? Прям на ютубе? А? Почему бы и нет? Я тоже так думаю. Давайте скин какой-нибудь дернем. Просто, ну, выменяем, я имею в виду. Не то, что дернем там, а выменяем. Гой, а вообще я на изи. Есть желание? Или USP-шку? Давай USP-шку отыграю, ну пообещал, надо, пацанам. Давайте. Спасибо, ребят, спасибо за донаты. Я вижу там и косари, 100 рублей. Спасибо, пацаны, не тратьтесь бабки. Не тратьте, все в порядке, ребят. Здорово, братан, здорово. Здорово, ребята. Блядь, 1000 лет вас не видел. Я говорю, прям очень-очень, ребят, соскучился. Потому что прям... Блин, а я, наверное, не поиграю за КТ. Ты чё, умер, что ли? Давай я перезайду. А то я
Наверное, не поиграю. Ты в курсе Адрен Фейс Клан? Да, я бы его хотел поздравить. Я давным-давно уже говорил, что это очень достойный, очень мощный и крутой игрок. И я очень рад, то, что он перешел в Фейс. Я не знаю, если Адрен услышит. Поздравляю тебя, братан. Мы, наверное, вряд ли знакомы, но очень достойно. Очень много человек старался, и я считаю, это обоснованная тема. Ну, мое мнение, конечно. Давай с Долором. С Долором. А, ну давай. Да не, давай с USP. С USP и запретку пойдем поиграем. Сейчас уже Адрен подтянется. Все, поехали. Кто угадает точное количество фрагов с USP за 10 минут, которые я набью? Есть такие? Кто угадает точно? Раз. Какие люди? Два. Ай, сука, патроны. А ну-ка сюда-ка. Сколько? 5. Патрон не хватает. Из калаша прям сразу вжимают. 6. Ну, видите, долго сейчас попадал. А надо, если бы сейчас сразу по башке бы начал ему долбить. Давай еще разок, родной. Опять же, первый сразу голова. 30-40. Сейчас посмотрим. Чисто USP, да. Сейчас попробуем. Не, ну 40, наверное, этого много сказали. С USP будет очень много по башке лететь. С USP будет очень много по голове лететь, но я могу их не добивать. Раз. Хочу трик сделать из 10 фрагов. Раз. Не сделать. Сложно будет очень. Сейчас интересно. Сейчас запомните, ребят, что вы пишете. Блять, не я попал. Сейчас попробуем. Что-то не вижу, где враги-то все. Хорошо. Добротно. Какая сенса, ребят? Скажу обязательно. Скажу. Я отдельно. Зачем говорить отдельный сенс, не сенс? Я вам отдельно скину КФГ. Скину вообще, какие настройки видео. Играю я, ребят, 4:3. 1280 на 1024 разрешение. Ну, для меня более удобно, ребят. Это не панацея. Ай-яй-яй, в голову попал, не добил. $43. Сидит, блядь, на разминке. Сейчас мы его выковырим оттуда нахрен. Раз. Ай-яй-яй, фраг подстилили. Еще раз. Хорош. Мог бы добрать его. Третий, блядь, подстилили. Сейчас посмотрим, кто угадает точное количество. Мне прям даже интересно стало. Слабо. Ай-яй-яй. Зажал, скилл показал, блядь. Ой-ой-ой, промахнулся. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ух ты, ноузум. Тут, блядь, у нас мамкины профессионалы подъехали. Да ладно. Да ладно, родной.
Привет, бро. Здравствуй. 38 киллов? Ты думаешь? Пока 17. Но если такими темпами пойду, где-то под 40 будет. Чисто с USP, если. Ну, долбить. Вышел. Сука, девочки. 26. Да не-не-не, побольше будет. Не 26. Точно не 26. Ай-яй. Да что ж за арест-то за такой, ёпта? У меня новое видео на канале, всем похуй. Хочу тебя расстроить, блядь. Ай, бля, вот видите? А с дигла бы я бы его сразу принял. Такая вот несправедливость. Салам, здорово, здорово, ребят. Здорово. ESP слабенький, конечно. Хорошо идет. Ай-яй-яй. Не успел. Ща попотеем. Все так сидит, блядь. Кимперит, ёпта. Нормально там, интересно у него все. Ну, в целом, как дела? Полетел парень. Ай-яй-яй, в голову! Жук, блядь. А, еще один. Тут вообще что все сидят, я не пойму. Бля, хорошая тактика. Когда сидишь, это, говорят, нормально, быстро научишься играть. АВП, что ли, блядь. Было бы сейчас время, сейчас бы АВП взял. Сейчас бы они все были наказаны. 35 чекай. 3 минуты, 22. Кто ж угадает-то? Мне самому даже интересно. Я так почекал, кто что пишет. Вот он, любитель посидеть. Ага, давай. Ага. Сидит, сидит, сидит! Ты не заебался, нет, сидеть, рачина, блядь. Ай-яй-яй. Рот закрой, блядь. Тепло не трать. I love Туркестан. Сука, блядь. Сидит Петр. Блядь. Блед. Ой-ой, плохо. Да ладно! Оба красные вообще в говнину просто. Лол, блядь. Добавь, друзья, не, бро, я не добавляю в стиме. Нахер это надо. Где он? Двоих, что ли? Когда Skyrim, Харты? Братик, у меня же одно и то же расписание. Каждый день в 16:00 и в 20:00. Ну как ты думаешь, когда он? Ну, есть у тебя какие-нибудь догадки, может быть, какие-то размышления? Ну, может, есть какие-нибудь? Давай я тебе подскажу. Или тебе не подсказывать, ты сам догадаешься. Нет, ты, если что, могу дать подсказку. Прям сейчас, да-да-да. Ай, в голову попал же. 71. Бля, с дигла бы здесь, конечно, в разы было больше фрагов. Нормально, нормально, нормально. Ну что? Фуск офф. Она сумеет. Обидно, да? Ну, ничего страшного. Посмотрим, кто угадает. У меня минута есть 32 фрага. Минута 32. Ай-яй-яй. Подожди, патроны. Да ёпта.
Ушел фраг. Сколько там? 35. Уже 35, уже ты не угадал. Ты говорил 34, да? Ай-яй-яй, фраг застилили. Ай-яй-яй. Обидка. Ну, где? Ай-яй-яй. Ребят, не успею я 40 добить, не успею. Чуть-чуть не успею. Хедов, конечно, ну здесь было просто немерено. Не успел, ребят. Да не успел я добить. 36 фрагов. Кстати, был такой правильный ответ. 36 говорил. Я не в курсе насчет расписания, я новенький здесь, Словер. Так добро пожаловать на стримчанский, я рад тебя видеть. Если что, все стримы проходят на Twitch-канале, но на Ютубе тоже я всегда здесь, всегда с вами. Каждую субботу в 16:00. Welcome. Сейчас я посмотрю, как у нас там дела обстоят с... Оба! А вот и он! Ну что, готовы? Готовы, ребята? Все, Айван освободился. И сейчас мы, наконец-то, с ним пообщаемся. Готовы, нет? Как я, блядь, рад, что у меня все, сука, получилось позвать таких ребят. Да-да-да, 36 ты писал, я даже ник твой помню. Давайте я его позову. Все, он мне уже звонит. Друзья мои, у нас в гостях игрок команды Pro100, Айван. Если я не ошибаюсь, он долгое время был капитаном этой команды. Поехали. Алло. Алло. Привет. Как дела? Лол. Учитывая все ситуации, которые случились, то все довольно хорошо. Все ровно? Вы потренировались, все? Да. Все по красоте. Ребят, как слышно Айвана? Все ли в порядке и хорошо ли вам его слышно? Сейчас я зачекаю прям, что там ребят пишут. Все нормально? Слышно, все нормально, все громко, все четко. Все в порядке? Нормальный же микрофон, да? Слышишь? Не-не-не, да. Друзья мои, всех рад еще раз видеть. Всем здравствуйте. У нас в гостях игрок команды Pro100. Если честно, стыд и позор мне, потому что я не уточнил. Ты, по-моему, был, да, капитаном команды, если я не ошибаюсь, в какое-то время? Да, был. Ага, а сейчас просто игрок. Команда Ну, Pro100, авик, получается. Ну да. То есть ты играешь на позиции у нас АВП. Да. Вот. Так что как так, да, тихо слышно. Не, ну вроде я на все поставил. Давайте я вот так вот сделаю. И вот так вот сделаю. Маленечко я подрублю, да. Слушай, если ты не против, зададим несколько вопросов, с тобой поиграем. У тебя время ты располагаешь же, да? Конечно. Отлично. Слушай, ну, с ребятами, наверное, поздоровайся там. Представься там, что как, да. Я уже, да, вкратце сказал. Меня вы могли видеть там на стримах, на официальных играх. Ника Иван, меня зовут Иван Семенец. Кто знает, кто не знает, играю на позиции ВП в команде просто. Отлично. Сделай микрофон по кнопке, а то прерываешься. То есть, А ну, у тебя меня по обрывается. кнопке, у меня на капслок. Не-не, я имею в виду тогда даже не по кнопке, а просто сделай. То есть прям так, ничего А страшного. у меня тут фон, буткемп. А, ты сейчас в буткемпе? Да. Я таки в TeamSpeak на кнопке сижу, все норм. Буду просто не отжимать. Окей. Слушай, я подготовил небольшие вопросы, и, наверное, у ребят тоже будут какие-то вопросы, да. У нас ты, получается, уже второй, кого я пригласил. Рубрика называется «В гостях у Hardplay», и я бы тебе хотел задать вопросы, причем я в виде простого как игрока, то есть не как какого-то, кто там интервью берет, да, или еще кого-то, а просто как простой игрок, человек, который сейчас тоже тренируется, там пытается там потихонечку скиллушечку назад вернуть. Слушай, подскажи мне вообще, вот, наверное, всем это интересно будет, как вот вообще, самый элементарный вопрос, вот как ты вообще вот начал играть в КС? Тебе сейчас сколько лет, вот, получается? Сейчас 22. 22? Начал я играть, Ага. по-моему... У меня компьютера не было в детстве дома. То есть это, наверное, и хорошо, что его не было. Меня в 12 лет, по-моему, друг пригласил в клуб Мгм. поиграть, и там, ну, все играли на Фейснове еще. Мгм.
Ну, вот я так, в принципе, познакомился первый раз с Кресом, но после этого я не играл года 2, наверное. А потом обратно начал играть какие-то там миксы. Нет, все началось с того, что я на паблике нашел себе команду. То есть просто, Команда, можно да. сказать, с простого паблика. Да, с простого паблика. Потом с одного Мгм. паблика команды я на другую команду, другого паблика. И Мгм. там понеслось. Потом я понял, что мне просто не хочется терять ребята типа слабенькие. И я просто начал на Мирке, тогда Мирка была, Мгм. может, ты помнишь, я начал там играть миксы, так потом поехал, Мгм. потом я узнал, что есть чемпы у нас всякие в городе, в Мгм. Киеве. Я до этого не знал, что они вообще есть. И начал миксами ходить, понятно, там первые 5 раз, грубо говоря, мы всосали 2 карты и уехали домой. Стандартная Ну вот, схема, короче. как-то так, да. Я Так понял. как-то и начал. Я понял. Слушай, тоже такой вопрос, довольно простой. Какое количество вообще вот часов ты тратишь даже не на тренировку, а тренировку, ну вот в целом, то есть какое количество часов вот ты тратишь, сколько у тебя занимает, ну примерно разминка, да, там ребята в видеоролике на канале увидят, да, все ваши советы от команды просто и от Зевса, какие непосредственно вот сколько ты тратишь времени на разминку, то есть Именно на разминку, да. сколько... Просто вот ты разминаешься, и сколько потом ты играешь праков, Мгм. где, может быть, играешь, к чему сейчас стремишься, и вообще, какие у вас цели у вашей команды, непосредственно у команды просто. Ну как, зависит, на самом деле разминка зависит от того, какой будет день. То есть, если у нас сегодня только тренировочные праки, то можно, в принципе, посидеть, ну, там, разыгрываться час, полтора. Но это очень утомляет, и поэтому после там 6 праков, которые мы потом Мгм. играем, играть вообще не хочется. А когда у нас там какая-то официальная игра или что-то еще, я пытаюсь в этот момент меньше разыгрываться, потому Мгм. что больше сил как-то вот на игру остается. Но это на самом деле это все индивидуально. То есть Мгм. у нас есть Кинзор в команде, ну, по 3 часа может разыгрываться на дайме играть. Это Мгм. Сколько индивидуально. примерно ботов вот ты убиваешь? Ну, на простом. Потом, Ну, я имею в виду, ты на ИМе же тренируешься просто вот? Или да, ты на ДМе? я Как вот? больше я больше 500 не вбиваю, потому что рука Надъедает очень уже, сильно рука. устает. Мгм. Ну, потому что я так мышку держу на весь стол, и мне Мгм. тяжело очень долго играть. Друзья мои, вот обратите внимание, то есть на очень важный совет, кто будет разминаться, в то, в принципе, о чем и я говорю. Как бы у вас рука, вы не тренировали, да, то есть как бы вы по многу не играли каждый день, в любом случае, даже вот у профессиональных ребят, то есть более 500 уже, ну, довольно сложно убивать, и начинается уже какое-то задротство. Так что На самом держу в курсе. деле лайфхак могу сказать. Мгм. Самая имба, вот это вот задрачивать им, это вот перед тем, как ты вот выключишь, вот сидеть, вот тогда можно сидеть 2 часа. После Мгм. этого ты никуда не будешь идти играть, тебя уже там голова так уже Мгм. подбаливает. И у тебя просто, ну, одно отлаживается, как это называется, muscle memory, мышечная память, во. Мгм. И на следующий день просто там тебе, грубо говоря, надо будет просто 15 минут на ДМчике поиграть, и все, и ты готов. Сыграем ли один на один? Да без проблем, ребят. Сегодня мы мало того, что сыграем один на один с Иваном, мы еще и пойдем в запретную зону, его там потестим. А то что это они все там играют на всяких там чемпионатах, на турнирах. А на ДМ сейчас на запретную зону зайдет, и все, да? Все. Значит, следующий вопрос. Слушай, какой вообще сейчас, к чему сейчас команда просто стремится? Вообще, вот, что бы вы хотели сейчас добиться? Какая у вас первоочередная цель? И вообще, вот, на Первоочередная — это 2019 год какая у вас цель? на 2019, там, как вы знаете, у нас не может игрок поехать на минор из-за того, что он корью забыть, и мы будем играть с Мгм, Сеней, тренером мгм, команды. Так, цель на 2019 — это перешагнуть вот эту планку нашу в топ-30-топ-50 и мгм. наконец-то ворваться на уровень, проходить отборы на там, те же дримхаки, наконец-то пройти наше проклятие третьего места на миноре и пройти на мажор. И вот, в общем-то, как-то так. Вот Мгм, первоочередная такая цель. мгм. Я понял. Слушай, подскажи еще такую вещь. Как вот ты вот вообще в целом, это такой общий вопрос, я всем его сейчас стараюсь задавать, причем на стримах, вне стримов. КС это твоя как основная игра, работа, да, и все что угодно. Ты мне подскажи, как ты относишься к тому, что она стала бесплатной? Вот вообще КС сама по себе. С одной стороны, наверное, хорошо, с другой плохо, потому что читеров будет много на ММе. Мгм. Основная масса начинающих, ну, знает, наверное, про фейс, про эти Мгм. все
платформы, но они все равно начинают с матчмейкинга, потому что там в любом случае попроще играть, и там легче играть с херовым компом из-за 64-го тика, то есть Мгм. поэтому ММ играет много, и, к примеру, вот зайдет какой-то там Васечка 21 Мгм. на Сильвере 4 поиграть, его читер, Мгм. короче, вынесет, и он скажет: да, ну я больше не хочу в эту игру продолжать играть, и все, и больше ее не откроет. То есть онлайн будет меньше, соответственно, Мгм. играть в игру будет меньше. Слушай, подскажи, пожалуйста, допустим, разница в мониторе 144 герца и 220 сильно ли отличается? И вообще вот на турнирах, допустим, да, на всех, которых вы ездите, у вас в буткемпах, то есть на каких вы мониках играете? Потому что сейчас начали очень много по Ютубу ходить легенды, то, что это прям мега там мониторы, которые прям дают дисбаланс, но что-то мне подсказывает, как довольно опытного игрока, что это, по-моему, бред. У меня, допустим, конкретно я сам играю на 144 герца монитор. Ну смотри, разница, когда с 75 переходишь на 144, вот Ну, это, это наверное, понятно, каждому вот конечно. надо просто прочувствовать это. Это никакое не самовнушение, ничего. Вот просто возьмете и увидите это все своими глазами. Есть, конечно, вот эти вот теоретики в комментах, которые пишут, что давайте еще кадры в игре посчитаем, знаешь. А разница 144 и 240, ну, ее, то есть Моник 240, ну, чтобы на нормальном уровне играть, потому что типы, которые выходят за угла, их намного легче убивать, потому что они, соответственно, выходят чуть-чуть медленнее и плавнее. Они не, ну, не вылетают, как на скейте. То есть вот представь себе на 60 Гц, когда на тебя там ТЭК-9 или ЦЗшка выходит Мгм. шире. Ну, это как скейт. То есть 144 Конечно, делает конечно. это плавнее, а 240 еще плавнее. То есть, чтобы вот своих типов То в есть, интернете все-таки смотреть, тебе как бы удобнее Моник в 240. да. Да, но разница, если брать вот переход с 75 на 144, все равно в раза 3 больше, чем вот Мгм. 144 на Мгм. 240. Хорошо, у меня такой вопрос, тоже касаемый ближайших вообще мероприятий, на которые вы поедете, куда, где, зачем и тоже какие цели. То есть сейчас мы едем на Минор, 14 числа вылетаем в Катовицу, Мгм. где у нас в группа Б у нас будет. Первая игра у нас Авангард 16 числа. Играем мы с Сеней. Мгм. То есть у нас человек не успеет, скорее всего, поправиться в любом случае, Ну, не потому что там успеет, 10 конечно, дней это есть долго, срок. да. Да. Потом у нас по приезду домой у нас инвайт на турнир от организации Виплей, там на 50 тысяч. И еще пару турниров на 25, ну, 20 тысяч, грубо Мгм. говоря, долларов призовой. То есть это турниры, за них дают более-менее рейтинг, на самом деле, если их выиграешь, там обыгрываешь топовые Мгм. команды и Мгм. т.д. То есть на этих турнирах мы Мгм. будем очень серьезно потеть и восстанавливать форму после того, как мы не играли, грубо говоря, сколько мы уже неделю не играем, и неделю еще не Мгм. будем играть, даже больше. То есть это будет очень хорошо. А Мгм. дальше на какие-то ланы, может, пройдем, на какие-то дают инвайты. Еще непонятно, там в Финляндии какой-то лан. Мы в прошлом году на него ездили, его опять анонсировали. Вдруг поедем. Мгм. Пока непонятно еще. Ну и теперь самое интересное, то, наверное, что 100% людям будет полезно, да, это на каких ты девайсах играешь, и сильно ли они отличаются, допустим, девайсы, на которых вы играете на турнирах, либо вы ездите со своими девайсами. Давай вот этот вот миф маленечко Ну, подрассеем, потому что зачастую люди как бы говорят одно в интернете, которые там по слухам видят еще что-то. Ты как киберспортсмен, ну, наверное, уже напрямую, да, скажешь, то есть... на лане должны быть Мгм. свои девайсы всегда. Мгм. То есть, не, понятно, что если ты там аматор, пришел в Мгм. клуб, в котором более-менее девайсы, ты можешь сыграть турик на них, но толк. Потом, Мгм. когда надо будет идти чуть-чуть выше, надо будет свои девайсы. Я играю на мышке Logitech беспроводной 703, G703. Мгм. Кавера у Которые меня новые тоже. мышки вышли, да, вот эти? Не, новая это G Pro, а у меня еще старенькая 703, белая. Мгм. А, Коврик Мгм. такой же Logitech. То есть второй у меня еще есть коврик, чтобы под руку ложить чуть-чуть ниже, чтобы рука, когда игра, грубо говоря, такая плотная, бывает Мгм. иногда прилипает к столу Мгм. рука, и чтобы этого не было, я еще ниже чуть коврик положил, какой-то дефолтный SteelSeries. Мгм. И клава у меня Razer, Chroma Tournament без нампада. Ну и наушники HyperX, потому что в них
один из лучших микрофонов, наверное, если брать Мгм. геймерские девайсы. И звук неплохой. Это, в Мгм. принципе, все. Мгм. Я понял. То есть, слушай, а вот на беспроводные мышки, да, тоже сейчас очень многие такие споры, такие жаркие пошли. Все сейчас привыкли, да, то, что беспроводные мышки это, да, ну, такого старые такие у нас, как вам объяснить, Стереотипы? такие стереотипы, да, то, что беспроводная мышка это полный шлак, это бред и так далее и тому подобное. То есть она неудобна, у нее там не такой отклик и т.д. и т.п. Как вообще ты прокомментируешь, что ты скажешь, потому что это, ну, Ну, очень интересно, да. это все миф. Задержки никакой нету. То есть все так же, как и с Мгм. проводной, но зато не мешает провод. Есть Вот это возможность, жиза, братан, вот это есть, с есть проводом это возможность постоянная борьба, да. откинуться на диванчик и взять с собой мышку и переключать серии, чтобы не Мгм. вставать. Главный плюс, да, То есть беспроводная мышь. держит заряд 40 часов, то Мгм. есть вот так вот, ну, можете спать, в принципе, подключить ее Мгм. на зарядку, зарядка от компа, она все на столе лежит. Мгм. Даже вот если ты как-то провтыкал, и у тебя колесико начинает светиться красным, это означает, что 5 часов осталось мышке жить. То есть даже Мгм. если перед игрой Мгм. вот перерыв есть 10 минут, ты ее зарядишь на 10%, даже Мгм. больше чуть-чуть. Кстати, вот ребята спрашивают, какие именно хайпера. Вот ребята спрашивают. Но повторюсь, А, ребят, и Айван, он выбирает, он вам четко уточнил то, что с микрофоном. То есть это для них важна гарнитура с микрофоном, ребят, потому что у них нет, как у меня, возможности ставить на столе. И для них это неудобно, потому что, естественно, микрофон он будет мешать каким-то действиям. да, хайпера, клауда вторые Мгм. со звуковухой, которые... Мгм. Я не брал Silver и не брал первые, Мгм. потому что, ну, мне важно было, чтобы была звуковуха. Мгм. То есть, потому что на каждом чемпе от материнки зависит, какая звуковая карта, когда ты все время с одним звуком приезжаешь со своей звуковухой. Мгм. То есть у тебя никакой разницы нету. Мгм. Слушай, ну это очень круто, это прям вообще топовая тема. Потому что, наконец-то, этот миф, он постепенно начинает рассеиваться, потому что, если так по-хорошему, я сейчас играю на Зове мышке, безумно она для меня удобная, причем Зове не какие-то последние, там, по-моему, EC1, если я не ошибаюсь, у меня сейчас мышка. Ну, я, допустим, после стилов, после стил-серии я очень почувствовал разницу, не знаю, прям дико почувствовал, это не какая-то реклама, а прям, не знаю, ну, для меня это более крутые, более интересные мышки. В Обязательно Зове крутые после... мышки. Да, после твоего совета обязательно попробую себе приобрести мышку, тогда еще и Logitech. Как еще раз называется Logitech? Если ты играешь Мгм. EC2, вот или EC1, то тебе EC1, да. подойдет 403, 803. Единственная разница то, что есть ковер, от которого можно бесконтактно заряжать мышку как-то. Ну, Мгм. типа ты ложишь мышку на ковер, она заряжается от магнитов. Мгм. Это единственное преимущество. Ну, а так 403 вот без провода, похоже чем-то формой, только у нее посередине типа этот горб, Мгм. он чуть-чуть выше, чуть-чуть, чем у EC2. Мгм. То есть, ну, мне нравится сенсор лучше на Logitech, чем на Zowie. Мгм. То есть, все-таки ты больше склоняешься к Да, Logitech сейчас на ее не данный момент. срывает никогда вверх, вообще никогда. Мгм. То есть на Zowie редко бывает такое. Крутяк, крутяк. Слушай, ну и, наверное, один из последних таких вопросов, просьб, это, не знаю, почему-то многие какие-то ходят мифы, то, что в интернете люди пытаются найти там топовые конфиги, да, там киберспортсменов, зачастую это бывают какие-то дико старые конфиги. А, Поделишься ли ты своим конфигом, то есть для наших подписчиков я его где-нибудь оставлю, но это, естественно, после стрима, Мгм. где-нибудь видосики оставлю. То есть, я думаю, без проблем, да? Для наших ребят, может Да, быть, кому-то он обязательно. будет очень удобен. Так что, братцы, обязательно конфиг А про мифы игрока насчет Айвана, да, конфига, обязательно это, оставлю. кстати, я сам прошел эти мифы конфигов. Мгм. То есть все дошло до того, что я вообще просто прихожу на любой LAN, на Мгм. любой комп и просто в настройках все себе настраиваю. То есть Мгм. никаких конфигов вообще не использую. Не, ну я его типа могу врайтить, чтобы вам скинуть, но у меня Мгм. его по сути нет. Не, ну так чисто, да, для... как, вот с Ну чем да, ты там реально вот прицеп. играешь. Да-да-да, основные настройки, с чем ты играешь, я тогда быстренько это дело все накидаю, и я думаю, многим Да, ребятам конечно. может и пригодиться, да? Правильно, ребят? Я, Завершать я да, сделаю в Red конфиг, скину его. да. Да, добро. Слушай, я сейчас предлагаю тогда сыграть. С чего начнем? Я даже не знаю, с чего лучше начать. Это может быть либо 1 на 1, либо... Давай ребята, наверное, сами выберут в чате. Ребят, 1 на 1 или зона? Как, с чего начать? С какого конкретнее? С какого
рубрики, я не знаю, как хотите это называйте. С чего, ребят, начнем? Ну, давай 1 на 1. Ну, давай поиграем, я не против, в принципе. А Так, имочку? Да, давай имечку обычную. Есть сервер у меня. А, ну и вообще отлично. Мог Тогда... скоро скинуть. Да-да-да, в Дискорде кидай прям айпишничек. И сейчас мы, ребята, увидим, протестим. Потому что я тут сейчас потренировался, понимаете? Я сейчас уже потренировался. И сейчас мы покажем, да, кто как играет, кто как стреляет. Потому что я чувствую, что сейчас будет разнос просто кабины по полной программе. Все, кинул? Скинул, только там сейчас карту надо поменять. Все Давай, настроить. конечно. Так и писать, да, короче, прям скопировать. Да, скорее консоль просто. Ну чё, топим, нет? 1 на 1 все любят. Ну давайте, давайте. Я даже отдельным видеороликом залью. Пусть это будет такая у нас интересная традиция играть с киберспортсменами. Не опозорься. Я? Да сейчас смотри, просто в ноль будет. А сколько ты сегодня на разминку потратил? Минут 50, наверное. Ну, нормально. Ну, я еще в перерыве там по 5 минут похавал, там еще как обычно, в принципе. Спасибо, ребят. Почти 25 тысяч лайков на стриме. Блин, от души, братцы. Welcome. А, карпон Так. надо че? Да, Щас. карту только, и все. Сейчас мы покажем. Да. Сейчас мы про игру покажем. Ребят, кто точный счет угадает? Чекай 16-0. Так, ну-ка там тихо. Рот свой это. Что-то не... А, ну, я сейчас еще раз поменяю. Давай, да. Перезапущу его. Мгм. Багнутый не хочет менять игру. Да почему именно проиграет? Давайте только вот 1 на 1, ребят, какой счет будет? Ребят, ну, естественно, я, скорее всего, проиграю, потому что это все-таки, ну, профессиональные игроки, которые каждый день тренируются, братцы. Самое главное, достойно. Главное, не в ноль. Мой главный лозунг будет на эту серию 1 на 1, на эту рубрику. Главное, не в ноль. Да сейчас как прет. Ага, давай, да, конечно. У любой же про-команды, правильно, есть свои сервера, верно? Да, конечно. Так, все. Тихо там всем. Поставили лайк на стрим и топим за дядю Лешу. Спасибо, мужики. Берем фристайл. Ага. Я чувствую, это победа. Сейчас затестим сервачок. Ща, говорит. Работает, Не, ну плюс ты еще и авапер, правильно? Кстати, отдельно да, сейчас вот тут нужно... авиков нету. Да, отдельно нам надо потратить время, чтобы ты как бы рассказал, как ты тоже АВП тренишь, на каких картах, то есть где-то у тебя, да, тренировки проходят. Я думаю, ребятам тоже это будет очень интересно. Что? Все, поставил? А, так, подожди. Сейчас я скажу ребятам, чтобы перестали качать. Главное не в ноль. Пацаны, хэштег главное не в ноль. Сейчас я плю под 16-5. А что так слабо берете-то? Может, шара какая-нибудь вылетит? Че вы начали-то? Если что, Зевсу звонит. У нас фишка есть. Я, короче, здесь, прикинь, играл не так давно на этом, на... Как он называется? Фейсте. Не слышал, да, этот прикол? Какой? На Фейсте, короче, играю на Кис-лиге. Вот, ребятам, кстати, Кис-лиге? обязательно. Да, сегодня обязательно расскажу. Чувак, короче, заходит. А у меня, я одну катку хотел без TeamSpeak сыграть. Я извинился, то есть, как обычно, да, в начале катки говорю, парня, типа, сорян, я без TeamSpeak. Один говорит, так, все, я сейчас админа вызываю, все, говорит, я выехал, все. Я говорю, я сейчас, бля, Зевсу позвоню. Короче, позвонил, чувак там навыеживался, нарушил кучу правил, оказался вообще бустером, короче, отлетел в бан. Все, конец истории. Ну, Цислига это очень хорошая тема. Очень для хорошая, нашего да, тема, комьюнити. согласен. Ну, сегодня еще на эту тему поговорим, что такое вообще Цислига и Конечно. почему там стоит играть. Так, пинг прыгает, но мы не будем задерживать зрителей, потому что так Да, нельзя. это я тебя умоляю, Поехали. конечно. Так, ну что, все, рестарт. Так, давай сначала маленько потренимся, потому что, все Давай. профессионалы, они немного тренятся. Все, го. Ого, так ты, бать, Да все, пошла уже, братан. Пошла, родная. а ты где тут?
Да я сам не пойму. Где-то бегаю. Кстати, калаш или МК? Калаш или М-ка? Мгм. Ну, калаш с первой убивает. Но топить с М-ки лучше. То есть все-таки, если выбор станет, то... Ну, Для я тебя? за КТ иногда, когда подбираю калаш, то есть я отдаю типиту, где-то в некоторых позициях легче перетопить типа с М-ки, чем с калаша Мгм. убить. Как-то так. Мгм. — 16:0, ну-ка рот закрой, мелкий дрищ. Не дизмораль дядь Лешу. Леха это батя игры. Да. Батя вон там сразу прям влетает. Кстати, что лучше для тебя, вантепы или как вообще? На какие дистанции, Это как надо зажимать? уметь, То есть это сложно надо объяснить, уметь. короче. Менять надо, да. Мгм. То есть на То дальних есть- нельзя никогда зажимать. Ну, это логично, да. Воу, даже не заметил откуда. Я вот почему-то М-ку эту вообще не перевариваю. Вообще. Прям от слова совсем. Что так? А ты с эсочкой играешь? Да, я Ну, вот почему-то с сейчас в последнее время, да, я начал эску прям тренить очень плотно. Ну, у нее скорострельность меньше, чем у обычной. Анал карнавал для харда. Так, ну-ка тихо там. Всё нормально, ребят. Ого, чердак. По-моему, попал, я не видел просто. Попал, не попал. Давай! Ура. Слушай, а вот бывает у тебя такое, что, знаешь, вот это понятие вот не летит. Вот, знаешь, вот ты Ну, зашел и конечно. не летит. Или это все шляпа, это все только для Конечно. девочек. Не, это все это все, конечно, бред, но иногда, иногда горит. Иногда бывает, да, прям? Да, То есть да, прям да. четко прям ощущается. Конечно. Но это в основном, ну, сам себе, понимаешь, Мгм. создаешь проблемы, начинаешь еще tilтовать, и еще хуже. А там уже и лицо уже такое, знаешь, красное, так горит, когда все. Да-да-да, уже все уже. Уже и зажимать сложнее. Начинаешь Жопа лишние уже действия начинает, делать. да-да-да. Да. То есть все равно подвержен, да, немного любой человек, как и, в принципе, Ну, с этим надо подвешен, бороться но просто. если, ну, да, это надо Мгм. уметь перебороть, и мало. Тильт и все кто с остальное этим надо нормально. уметь перебороть. То есть, как и на Конечно. любых, наверное, турнирах, на любых чемпионатах. Конечно. А как по-другому выиграть? Да, все верно. Так, ну что, как Так, ну разыгрок? что, да, я думаю, давай, го. Если я сделаю один рестарт, поменяю шабраунды, бесконечно. Ну что, ставим И- ставки, ребят. Завожу и после вот это можем ехать. Готовы? Нет? Друзья мои, сейчас, секунду, сейчас я тебе скажу, когда еще рестарт сделать. Мгм. Друзья мои, играю я сейчас с игроком команды Pro100 с Айваном. Профессиональный киберигрок. Посмотрим, ну, надеюсь, хоть 5 в этих у него побед заберу. Договорников у нас нет. Играем по полной программе. Так что, братва, поехали. Давайте сейчас я маленько S потише сделаю, прям чуть-чуть. Сейчас еще один рестарт сделаю. Да, погнали. Все. Все, го. Го? Во, Так. вот что нашел. Ого. Я, ну, как профессионалы, типа. Ай, не дожал. Да, там рядом было.
Тяжеловато. Да, конечно, конечно. Он, сука, играет бан, блядь. Бля, мышка новая, лаги. Бля, лагает, пацаны. Но на самом деле, искать себе Лаги. отмазки это неплохо. Это на самом деле Да-да-да. Да это для стримера вообще святое, ты чё? Тут Не, просто лагает, там иногда еще себя что-нибудь. можно успокоить этим. Да не, это лаги прям сразу видно, с самого начала. Прям. Сервак не мой просто, ребят, лагает. Ай-яй-яй, 20 хп. Да. Ты должен сейчас дать одну мне, по-любому. Вот так. Ну это шишара, да-да-да. Одна зашла. Все, хватит. Катуша напряжно. О, Так, все, камбэк Израиль, тихо. Надо хоть как-то попытаться. все-таки. Вот и Так, всё. все, пошел камбэк, все. Больше Все, разыгрывать. пацаны, нормально. Сейчас дядя Леша разыграется, главное, чтобы не в лицо. Все, пацаны, все, Видишь, камбэк как- Израиль. Как я сказал, свою Все, пятерку- 5 своя этих. пятера есть. Да-да, главное, пятерочку. Ай-яй. Пятерочку главное набрать нормально. Люди спрашивают, до скольких игра идет. Вот Ну, это, как кстати, и, вот, да, наверное, мне в обычном понравилось. матче. Вот это круто было. Ой-ой-ой, вот это я что-то Да, затупил. тут такое бывает. Остановился я на месте что-то. Они до 16, что ли? Вот, всё. Аймбот. Банти. Самое главное, да, ник правильный придумать. И все остальное, все это Чтоб воинами горело. по мелочи, да-да-да. Ай-яй-яй. Не заметил. Хм. Долго я тебя искал. Слушай, а мы что-то даже с тобой не поставили, до скольки мы играем вообще? Мы? Да. Ну, я вообще думал, что мы играем до 16, но вообще можно играть сколько угодно, на самом деле. Слушай, Го, знаешь, как сделаем? Стой. Давай, знаешь, как сделаем? Давай сделаем до 16. Ты можешь же, да, так карту настроить? Что-то мы Конечно, это могу. затупили. Могу. Только надо сделать сначала вот так вот. Да-да-да-да. Го. Так, ну это была Ставим. разминка, короче, все. Все, вот сейчас вот по-серьезки играем. Все, пацаны, сейчас будет нормально. Все, короче, поставил до 16, да? Да. По-моему, до 16 побед, блядь, я не помню, как правильно там играется. Да это, в принципе, Ну, быстро. там оно Поставь всё- просто... Да, до оно 16 закончится побед. на 16. Я поставлю. Так, все, Го. Делаем рестарт. Давай, да, рестарт и поехали. Все, ребят, все, вот сейчас точно все. Все, вот сейчас, вот сейчас будет профессионализм. Чекайте. Тебя не могу чекнуть, где ты. По одному, да, ты стреляешь? Не, я только что берстами по 300. Вот, а это по одному, правильно? Угу. Да, я в основном сейчас по одному стараюсь. Ай-яй-яй. Сейчас зажим, да, тоже? Ну, такой. Не по одному точно. Точно. Ай-яй-яй-яй. Ого. Все. Все, да? Всё было Как это? Все, да?
Да ты мне поддаешься. Потом напишут, что... Ясно, харды поддавались просто. Ну, там чердак через ящик. Нормально. Да. Я, по-моему, в голову попал только. Не видел точно или нет, но... Да ёпта, не дожал, Вася! Да. 15! Странно, что меня ставят постоянно в одного и того же ящика. Чё? Так. Ты на концентрацию какую-то, как будто концентрацию Да, сбиваешь, это уже что-то. такая. На самом деле, это тоже правильно. То есть надо... Ай-яй-яй. Не, ну в этот раз получше. Да что ж такое? Алло! Да чё я, прикинь, попасть не могу. Ну, а имочка тяжелая. Да. Прикинь, попасть вообще не могу. Просто тупо зажимаю и не могу за этот прожать. Я могу потом секретик рассказать. Ай-яй-яй-яй. Только для твоих зрителей и тебя. Окей. Это было бы круто. Так, ну что, 11-4? Нормально пойдет. Я хз, что со мной. Просто тупо не могу вообще ничего сделать. Больше тренироваться, что еще могу сказать. Конечно. Просто, блядь, не могу, прикинь, вот просто прямо точно в голову сшибаешь и не могу вообще его убить. 13-6, ну неплохо. Пойдет. Прогресс есть. Угу. Во! Наконец-то залетело. Пора поднажать. Да если бы, бро. Не могу. Так что, можем остаться? 16-7, да. Давай за одну сторону, да? остаться, Да, можно остаться, короче. Ну, я не знаю, можно этот, в принципе, результат сделать. Можно... Как правильно-то играют вообще? Играют же за... Не, ну правильно, как? 16-7. Начали рестарт и все, до 16. Все равно на самом деле. То есть мы, когда мы же в команде тоже между собой играем всякие имки. Ну, вы постоянно имки бахаете, да, тоже? Ну это, ну то есть у нас нету такого обязательства или что-то. Вот, ну вот когда Мгм. надо набрать формочку, можно засесть так вот, поиграть до 200. А, то есть вы прям вообще жестко Да, играете. да, То есть прям до да. 200, до 300 побед. То есть вы То прям есть очень не- много стреляете. Не то, что прям на результат, но все равно стараемся. Знаешь. Ну, Мгм. Есть еще тема на Убик серверах, есть Мгм. дуэльки. То есть там мы тоже тренируемся. То есть Мгм. там ситуация именно вот с игры получается. То есть на кэше выходишь на Б, там тип на хедшоте стоит. И то есть один, ну, друг против друга, и там вообще очень прикольно можно трениться на самом деле. Слушай, ну это, я думаю, мы отдельный видос просто сделаем, и этот секретик ты откроешь. Кстати, Да. ты сказал, небольшой секрет будет для Да. наших зрителей. Как по поводу АИМ-карты, да, я так понял? Да, там не Мгм. по поводу им карты, а как, ну, вообще можно типа стрелять, а ну бота выкинем отсюда, что Мгм. мешает. Можешь, в принципе, зайти за спектору. Давай, да, я так и кое-что сделаю. я хотел рассказать. Угу. В общем, на имке
Я Слушайте, видел, ребят, что ты- внимательно, это хороший, да, такой этот. Я Мгм. видел, ну, точнее, слышу, что ты по стрельбе стрелял что-то по типу такого. Мгм. Типа, либо зажимал, вот так вот. Короче, Мгм. был апдейт 1,5 года назад, поменяли стрельбу. Незначительно, но что именно сделали? То, что если ты зажимаешь, к примеру, ну, то есть стреляешь по тапу быстро, Мгм. то есть перерывами, то есть все почти летит в одну точку. Ну То есть да, можно видно. даже вот так вот стрелять, и оно почти в одну точку летит. Быстро. Мгм. Ну да, вот. Короче, если ты только выходишь за предел зажима 3 пуль, Мгм. то есть если ты стрельнул 3 пули, и Мгм. после этого вот там, тебе надо убить типа, ты можешь чуть-чуть подождать и дальше спреить, оно будет лететь в одну точку. Но если же ты спреил 4 или более и потом остановил спрей, то он дольше восстанавливается. То есть поэтому на А, имке прикольная тема, ты можешь выходить на стрейфе, попасть одну, то есть пулю в типа вот так вот, мгм. и либо дать 3, и потом сразу же дожать типа, потому что все летит туда, куда надо. То есть вот это такой секрет. Слушай, еще раз, я посмотрел со стороны, как это выглядит. Будь любезен, сейчас все то же самое. Покажи ребятам вот прям просто наглядно от первого уже лица. От первого лица. Вот смотри, а, ты стреляешь 4 пули, и вот Да, видно. дальше, Ага. видите, как хуёво Мгм. восстанавливается. Сори, конечно, за мат. Да не-не, ничего, Вот, ничего, а ничего. теперь вот 3, и вот как оно Мгм. летит, если это 3 или меньше. То есть, если больше 3 зажимаете, надо больше времени на восстановку, то есть, делать. То есть, надо, когда вы там, если вы 4 пули зажали, то лучше дальше поменять Мгм. чуть-чуть угол, чтобы оно восстановилось, и энами было тяжелее попасть, и тогда уже выходить. Поэтому на имке очень прикольная тема, ты можешь выйти, ведать, то По есть 3 попасть в просто, 2 и грубо сразу говоря. дожать. Да-да-да. Мгм. Ты даешь минус 50, а дальше уже дожимаешь там на скилле просто. Мгм. То есть Ну, вот это вот получается, то есть фишка сначала юзайте. первое, чтобы попасть, это ты где-то 2-3, да? То Да, а есть потом патрона, а потом уже мгм. это. Потому что первые патроны, они всегда летят в Ну, цель. Первые два-три это патрона. средние дистанции, аимки, либо перестрелка за ящиков. Это так, так-то обычно ты можешь просто контролить и дожать Ну да, типа. логично. Иногда, когда это средняя дистанция, бывает тяжело зажать, особенно толкового соперника, который сразу вырубает. Мгм. Поэтому, если ты его видишь, можно дать 2 и потом дожать, потому что он мог бежать, в принципе. То есть, Мгм. если бы он дальше начал пробегать, ты мог бы ну, не законтролить спрей, грубо говоря. А Мгм. так ты, по сути, отжал и дальше перевел, и опять в него попал. Это такая фишка, можете брать себе на заметку. Мгм. Про нее из таких новых игроков мало кто знает. Ну да, кстати, я сколько вот смотрю, тоже я первый раз даже У такие меня вещи слышу. рядом тиммейт и говорит, я даже этого не знал. Это с твоей команды? Да. Крутяк, крутяк. Слушай, мощно, очень круто. Ну, я не знаю, считаю нормально. Достойно пострелял, хоть раз убил. Слушай, ну уровень стрельбы, конечно, очень жесткий. Ты мне подскажи, допустим, сильно ли варьируется вообще уровень стрельбы, допустим, тир 3, тир 2, тир 1, там топовых каких-то игроков. Есть же ведь по-любому какие-то выдающиеся, да, ребята? То есть, кто для тебя вот, Да, есть. на кого ты равняешься, то есть, кого ты ставишь? Вот в пример На из кого, СНГ, из, неважно, то есть, и по всему то миру. есть неважно. Ну, то есть Неважно, да. у меня есть пару там любимых игроков, на самом деле. Ну, как, не то, что я просто за ними, вот я часто много демок смотрю, Мгм. профессиональных игроков. И вот у меня вот есть люди, которые вот, ну вот мне нравится, как он играет, те же мысли, знаешь, Мгм. смотришь, то же самое происходит. Мне нравится, как играет Оскар, Мгм. и нравится, Ты как сразу играет... поясняй, это из какой команды, потому что многие ребята не Да, знают. да, да. И нравится, в принципе, как играет девайс Мгм. из Astralis. Просто, что я не сказал, например, Simple, либо какой-то там другой электроник, да. Мгм. Это очень жесткие ребята, но просто это вот прям ебашили. Вот они стиль, они Мгм. просто просто Жесткие, вырубают, да. А жесткие эти ребята, больше короче. играют на каком-то переигрывании Мгм. чилов, таком Мгм. более глобальном. То есть играют Слушай, более командно. я бы, наверное, вместе с ребятами посмотрел, как правильно. Вообще, наверное, даже отдельный ролик сделаю на канале, тоже посвященный тренировке АВП. То есть, все-таки ты О, играешь на позиции АВП, может быть, ты дашь какие-то советы, то есть мы даже вот прямо от третьего лица посмотрим, как лучше тренировать, на что обратить внимание, зум sensitivity, может быть, какие-то есть хм. настройки суперсекретные, которые никто толком, ребята, не знают. Не, я играю на 1024 блэкбары с черными полосками. Мгм. Такие, в принципе, многие шпилят. Мгм. То есть это не из-за того, что у меня там комп плохой или что-то еще. Мгм. Я просто вот ставлю себе, когда Full HD или растянуто, я вообще играть не могу. То Мгм. есть я привык уже всю жизнь играть, Ну, и это прикольно. привычка, просто привычка уже. Прицельчик вообще редко меняю. Вот, кстати, недельку назад поменял.
У меня была 4, почти все время стал 2 поставил. Мгм. Больше попадать. Слушай, zoom sensitivity у тебя какой? Это А, чувствительность, кто не знает, ребят, это чувствительность. Zoom sensitivity mouse это чувствительность при зуме. То есть какой зум будет. Да, но это, точнее, это даже множитель сенсы на Ну да, множитель zoom да, sense, да. да. Проще вот так вот, да, Там даже все сказать. тяжело. Ну, я когда переходил на CSGO Мгм. с 1.6, к 1.6, вы знаете, дефолтная сенса была на авике 1.2, вот Мгм. это зум, да. Тут же дефолтная 1. И мне было непривычно, и я посмотрел, что мне более-менее заходит 1.3. И я Мгм. до сих пор такие играю. То есть дефолт 1, почти у всех авиков стоит 1. Только Мгм. у Фалина, по-моему, стоит 1.2, и у девайса 1.1, а у всех Мгм. остальных единица, по-моему, и все. Покажи, пожалуйста, как ты вообще тренируешься с АВП, что для тебя разминка, на что людям обратить внимание, так как все-таки, ну, ты играешь позицию снайпера, поэтому это будет очень-очень интересно всем послушать, включая даже меня. Так что, Вообще, есть да? карты тренировочные, все, наверное, знают, Aimbots называется. Мгм. Должен ее знать, где по бокам у тебя боты, ты в центре Мгм. ставишь стенки, Покажи, идешь пожалуйста, туда. да, прям наглядно. Я думаю, ребятам будет интересно Эту карту посмотреть. на сервере на этом нельзя поставить, Мгм. ее надо качать с воркшопа и как с ботами создавать. Мгм. То есть, ну там фишка в чем? Ну просто представь, что тут вокруг есть боты, Мгм. вот, например, первый, второй. И как я тренирую АВП, я просто тренирую не попадания, а просто вот флики. То есть Мгм. мышечную память тренирую. То есть я ставлю прицел, вот, например, у меня тут бот стоит, где пистолет. Мгм. Я ставлю прицел направо, фликаю его, я должен набить там 20 справа налево, то есть потом 20 слева направо, пока не Мгм. попаду. Тоже типа снизу вверх, сверху Мгм. вниз и по бокам, по диагонали, то есть вот так же. Мгм. И то есть пока я не набью там, сколько это получается, 140 фрагов или что-то такое, я не выхожу, то есть с aimbots. То есть, И дальше я, в принципе, да, то, что и говорил Зевс, по-моему, в свое время, это будет видеоролики тоже у нас, то, что ваши ребята, да, кто-то даже, по-моему, это упоминал. Обязательно нужно вот эти флики тренировать, то есть, так называемые, ну, по-простому, просто доводку надо тренировать. То есть, уметь не только, допустим, слева направо. Вот мне, допустим, вот я всегда довожусь слева направо, не знаю почему. За собой вот это заметил. То есть, никогда об этом не задумывался, сейчас вот больше стал смотреть всяких вот, ну, каких-то общаться с людьми, да, это абсолютно верно, я считаю, правильный совет, то есть доводки по диагонали, то есть чтобы у вас просто это мышечная память, правильно? То есть по да, факту. да, да. Мгм. То На есть, что но еще людям самое обратить внимание? главное Мгм. обратить внимание на то, что если вы все-таки занимаетесь этим, то это надо уметь использовать в игре. То есть и Мгм. надо это пробовать делать в игре, потому что толку от того, что ты это делаешь на имботе и не делаешь в игре, от этого толку почти ноль. То Ну, то есть ты есть, порекомендуешь тренировку, это, грубо говоря, размялся на да, непосредственно АИМе, да, зашел с ботами, отлично. АИМ-бот с карты, и за ней просто пошел уже там какой-нибудь десматч, да, или еще Да, куда-то, и просто пошел дальше уже поиграть. вот пользоваться моментами, вот бывают моменты, на мерже, например, с КТ-спауна Мгм. выходишь, и вот этот Мгм. ящик дефолтный. То есть Мгм. и тип может за ним мансовать, и ты не можешь поставить прицел ни направо, не можешь ни налево, потому что, Мгм. ну, то есть вот в такие моменты я начинаю просто ставить прицел на центр, он выйдет справа или слева, то есть я попаду в него с вероятностью 95%, потому что я это просто, ну, грубо говоря, задрачиваю. И вот Мгм. любой такой же момент, то есть там на нюке, где со стекол, нижний вот ящик на улице, также можно делать. То есть, если вы вот начнете быть в себе уверенными и то же самое, что неймбот сделать в игре, вот тогда только вы, ну, типа, вот начнете набирать форму, так Мгм. сказать. То То есть есть, потренировался, короче, итог это потренировался на имке, пошел тренироваться то же самое да, на уже непосредственно имботс. на DM, Слушайте, что ну, мгм, могу посоветовать на DM, это больше не где-то там вычислять типов, в зуме ходить. Вот самая сложная тема с авиком, вот что отделяет хорошего авика от плохого, это возможность, вот ты увидел типа, то есть у тебя был зум не включен, но мгм. ты вот где-то прицел поставил, сразу врубил зум, убил. То есть еще прицел вот этот То есть полностью нужно глухой. двигаться, по факту. Нужно ты двигаешься Да, постоянно, а не да, на DM держишься, надо, не кемперишь, да, ничего. То есть двигаешься, постоянно, увидел типа, постоянно. быстро навелся, убил. То есть Мгм, пока еще прицел даже полностью не появился, вот если вот это мгм, вот задращивать, это очень большой плюс. Бывают ситуации, когда вот, например, ретейкать надо точку, когда бомба мгм. стоит. Тебе нельзя в зуме там постоянно контролить, тебе надо тоже продвигаться на бомбу, ее дефузить, Плюс кидать на нее зум смог. слышит, правильно, постоянно. То есть тебе Да, надо да, да. быстро его передвинулся, включил, бам, убил, как вот ты А говоришь, вот, в ну, принципе, тоже бежишь, верно. надо вот, ну, вот тут где-то тип будет, оп, Мгм, быстро убил. Вот такого мгм, плана. Вот, это как на деме, по моему мгм. мнению, нужно шпилить. То есть просто так вот сидеть, как на дасте, типа, и крысить с авиком и убивать вот это в спину, от этого толку никакого вообще нету. Мгм.
Слушай, я И предлагаю пойти поиграть на зоне. Ты вообще как ты играл на ней? Ты примерно Конечно. понимаешь, что как? Ну, там, конечно, FPS желает лучше. Ну, там, там вообще все желает быть лучшего. Да. Ну, пойдем так, для разнообразия тоже поиграем. Конечно, пойдем. У Лехи Так, разрешение. У меня, да. ребят, разрешение 1280 на 1024. Я попробовал сейчас на Full HD поиграть, и у меня чуть глаза не вывалились. Я не знаю почему, но это дело привычки, ребят. Мне надо тебя добавить. Кинь, да, в Steam, пожалуйста, свой я добавлю. Сейчас скину. Мгм. Copy-paste. Ты радар закрыл? Не-не-не, ребят, это радар в этом, господи, как он называется? Радар на карте уже автоматом закрыт. Все, добавил. Сейчас добавим. Все, изи. Погнали. Все добавил. Тупо интересно, ребят. Ну, Давай. я очень рад, что есть возможность вот увидеть то, что киберспортсмены — это зачастую простые обычные ребята, которые также могут зайти, дать советы, поделиться опытом. И это эксклюзивный контент вообще, я считаю, на Ютубе, потому что очень многих ребят будем звать и из команды Просто, и из топовых команд, топовых игроков мира. Есть у нас такая возможность. Так что все зависит от того, как вы это будете смотреть, лайкать и как-то так. Спроси про зарплату. Вот многие спрашивают. Ребят, ну я считаю, что вам... Если человек Да. сочтет нужным, он это скажет, потому что, ну, это такой вопрос... Как в целом? Ты можешь сказать в целом, то есть как вообще, какая оклад у киберспортсмена, либо за выигрыш, либо, ну, чтобы люди просто понимали, то есть как вообще это Ну, происходит. Это все зависит от контрактов. Но почти у всех написано, что нельзя разглашать заработную Ну, вот плату. я вам и говорю, ребят, ну это такой вопрос. Так, как у нас... Пригласишь, запустишь? Так, А, это вот, надо. пригласить вижу. Есть? Отлично. Мгм. То есть, ну, Мгм. могу сказать, что по турикам раз. Ну, короче, в общем, Все, начать, на поехали. нашем уровне, ну, я скажу, что на жизнь хватает, даже копить можно чуть-чуть. То есть все зависит в любом случае от ваших побед, правильно? Да, От того, как вы побед, играете. рейтинга и всего остального. Мгм. Ну, сейчас мы посмотрим на запретной зоне. Играем, ребят, с Айваном, игроком команды Просто, так что поехали. Я считаю, самый корректный, да, в ответ, ребят. Ну, глупо спрашивать про деньги, потому что всю эту информацию можно найти в интернете, так что как-то так. Ну да, общую я имею в виду информацию, то есть сколько зарабатывают киберспортсмены, так что, ребят, чужие бабки считать это, ну, такое себе. Вы сами представляете, какое количество ты часов вообще в день за компом вот проводишь? Вот ты пришел, вот ты встаешь, у вас ведь по-любому в буткемпах есть какой-то график, правильно? Сколько Ну, вот да, часов ты есть. проводишь? Сколько часов за компом? Прям за компом. Ну, Ну подожди, да, у нас в так день. получается. Мы просыпаемся. Да, Потом, вот, ну, слушай, даже 2 давай, извини, часа. перебью, проще вопрос. Вот ты вот проснулся, да? И вот Ну. какой у вас вообще распорядок дня? Вы же как бы профессионально тренируетесь, ребята. Какой у вас распорядок? Вообще по-разному зависит от того, либо на какой-то турнир готовишься, либо если много официальных игр, то лучше вставать там чуть попозже, потому что игры бывают вечером в основном делают, чтобы больше людей на стрим заходило. Поэтому если ты держишь нормальный режим и потом игра будет вечером, можно Мгм. очень сильно не выложиться на ней. Мгм. Ну вот скажи проще. Вот ты с утра встал, во сколько вы просыпаетесь? Ну, обычно. То есть, естественно, все... Просыпаемся Мгм. в 10-11, Мгм. по-любому идем куда-то прогуляться, либо в магазин, либо то, чтобы просто вот, ну, подышать свежим Немножко воздухом, да. башку, короче, Да, ну, проветрить. Мгм. Сразу никто не садится, там в душ, надо поесть. Грубо говоря, надо сделать все, чтобы до первой тренировочной игры ты проснулся за 2-3 Ну, сколько вот это в среднем раскачка идет? Ну, примерно. Ну, лучше, короче, вот у тебя первый микс или первая игра, Мгм. лучше за 2 часа хотя бы. Нам надо Куда выбрать, упадем? куда упасть. Но можно сюда. Да. Давай, я рядышком. Короче, лучше проснуться за 2-3 часа, чтобы вот Мгм. просто, ну... Раскачаться быть немножко, готовым. да. Да. Мгм. Потом уже за это время можно и успеть размяться, и все. Потом у нас идет 3 прака это с командой, Мгм. то есть 3 карты, перерыв в час, который мы там ужинаем, делаем свои дела. И опять 3 карты. И после этого каждый занимается чем хочет. То есть играет Мгм. в КС, либо смотрит демки. Ну, сколько вот конкретно ты Индивидуально. проводишь времени, ну, в среднем за За компьютером? Ну, в среднем, да. Я думаю, Приблизительно. часов 8. Часов 8 в день. То есть, Да. вот это существующая легенда, то, что все прям сидят там годами, часами меня турель затрачивают, убивал. это глупо. В смысле, вообще убила? Я почти. Она наверху стояла, у меня ни Вот. вепана, ничего нет.
Сейчас я тут... Мне надо топорик, чтобы разбить себе. Вот у меня то же самое. сундучок. Нашел, да не то. Сейчас, ребята, играем в запретную зону, посмотрим, что у нас тут получится. Наверх не ходил еще? Или ходил? Ходил, там турель. Что-то у нас вообще здесь, слышь, с тобой пусто. Вообще прям Вообще. голяк. Не, надо найти где-то тут, короче, на дороге этот внизу. Он внизу есть еще красный кейс. Тут 5-7, что ли, хоть вызвать, 5-7? чтобы хоть какое-то у нас оружие было. Красный кейс, он и еще, я знаю, вызвал. где один. Вот один внизу, Мгм. один у нас там в этом. Сейчас Так, мы с я тобой, я тоже так чувствую, добегаемся. Слушай, Да. ну пистолетный... вот, подожди, вот сундучок вижу, обычный, Это- может быть... Вон еще красный за- лежит. Да. Так, сейчас прилетит ко мне 5-7, надо их поразбивать. Мгм. Да-да-да. Подожди, а это у нас Можешь что? Ой, я бабки нашел. Парашют, господи. Так, ну что, Парашют же 5-7 по идее, прилетел? там открывается, правильно? Да. Он к тебе летит. Пистолетные же, по-моему, 5-7, так, да, открываются, если я не ошибаюсь. Не, все равно там. Вот я нашел пистолет еще один. Тут так 9. Мгм. Так, отлично. Вот, тут патронов побольше. Так, надо разбить пойти тот, там большой кейс был, наверное. Да. Или у нас зона позволяет. Я просто сильно разбираю. Зона, да, армор вроде купить позволяет. по-любому. Да. Знаешь, что я предлагаю? Может, немножко вперед, потому что кейсы-то они лежат, но у нас даже с тобой ножа нет. Никакого. Сейчас мы найдем что-то. Просто Да, его я тоже разобьют, так там думаю, да. хорошая пушка должна быть. Пистолетные, Бизон. да, вот. Мне дала бизон. Слушай, у такая меня себе тег. пушечка, Я щас тег. тебе У меня буду. тоже, кстати, с бизоном. Хм. Я заказал армор. Он мне летит вообще или нет? Интересно. Да, летит. Так, а мне тоже арморы. В принципе, наверное, можно уже будет идти воевать Мне в потихонечку. Денджер-зоне не нравится то, что хп много. То есть, если даже Да, ты кстати, да. выбираешь АВП, ты с одного не убиваешь. Мгм. Есть такая тема. Сейчас Арморщик я тоже есть. жду арморчик свой. Ко мне Так. тоже где-то летит. 13 врагов осталось. Вот, Что тут они? туннель, ты в нем был? Ня. Вот мой летит. Сейчас я броньку цепану. О, патроны за 500. Давай. Нашел. Заберу себе. Так, есть. Так. Надо, да, здесь побольше А двигаться. тут самое главное. МП7 есть, если хочешь. Она получше, по-моему. Слушай, да, Ну наверное, тут кто-то оставлю. лутал. О, у меня тут бомба, у меня тут тип. Он Иду, заминировал иду, растяжку. иду, надо иду. было уже уйти, там растяжку заминировал. Мгм. Вон вижу пара. Он внизу под нами. Дал голову. Надо попробовать загнать. Можно, у меня 11 Он патрон, внизу. правда. А, он растяжку и тут поставил. Мгм, Лучше мгм. не... Да. Их там встретили, что ли? Да, это те типы, которых я первый нашел. Ага, Чё ждем? Ждать? хорошо. Убил одну. О, Ещё? там еще, наверное. А ну сейчас я посмотрю. Мне я кажется, чекну. еще, да. Не, армор есть тут. Все. Вроде все, он там еще трупы лежат. Может бабки у него собрать? если Слушай, тебе надо. нормально, нормально. Next. Че вообще у них тут по патронам? Слушай, ну давай я вот так кстати, вот сделаю. Вот имба. Вот забери, там есть что-то у них. Так, давай А, зачекаем. планшет нормальный там? Планшет, да, вроде? Да. Слушай, когда же можно бомбу, Я кстати, хочу- поставить? А, Давай бомбу поставим, чё. А, это вообще это О-о-о. растяжки? Да. Так, Я не юзал их. 7 осталось. Пацанов, а у нас тут сигнала даже нету отчекать. Да, ничего. кстати. Ты там, ага, вижу. Так, ну Так, чё, у надо меня нам дробовик. потихонечку, наверное, вылезать. И ты где? Давай 21 попробуем. патрон у меня. Маловато, конечно, будет. Можно заказать, в принципе. Слушай, с левой стороны, давай их подожмем на левую сторону. Го. Потому что по этому же желтый квадрат, вы, я так понимаю, это враги, да? Опа. Вижу. Подкоцаны. Да, Всё. красный убил? Все. У него, наверное, может быть друг. Угу. Может быть, даже подруга. Ну, забираем у него тогда бабки. Давай. Поднули, а я пистолет у него. Я сейчас хоть маленечко Патриков. Нет. Слушай, наверное, можно... Да, надо Патрики заказать, а то с патронами вообще беда. Да, согласен. 5, 5 и 13. Надо медикал заказать что-то. Слушай, ну интересно, да, тоже так вот для разнообразия просто зайти. Ну да, когда Катануть уже не в этот. хочется играть. Вот, Чисто кстати, так, ты знаешь, да-да. что тут дикой делает? Чё-чё? Шаги фейкует дикой тут. А, да-да-да. О, наверху, это... Это Боже, я, этот наверное, дрон. да-да.
Давай. Все, я в принципе готов. Так, ну что, я тоже готов. Так, на один раз нам хватит с тобой повоевать. Поехали Так. налево. Давай. Где они тут? Один квадрат. Нас, кстати, сзади сейчас могут поджать. Там вроде они там. Давай, да. Так. Слева. Непонятно что-то, где они. Вот тут есть этот нормальный, короче, вообще открой там миссию. Меня стрельнул кто-то. Мгм. И это со спины, наверное. Я думаю, что сейчас нас со спины, да-да-да. Нас подожмут. зона жмет. Мгм. А зона где? А, вот я нашел, типа, видишь, на радаре у меня его. Ня, Или оно так не работает. наверное, Короче, так он не прямо работает. перед нами где-то рядом тут. Да, у нас тут рядом. Да-да-да, вот. Вот сейчас вот рядом. Вижу. Видишь? Ну, это где-то сидят, если только. Я просто... Ну, здесь особо вариантов-то немного. Пойдем по лоу-граунду их обойдем. Можно и так. Давай. Вижу его. На 100. На 100. Бежит вниз. Понял, принял. Он у тебя наверху. Отлетел. Еще один. Я его сейчас дал ему... Сейчас дам ему молик. У меня будет. Смоки. Живи. До свидания. Вот. Так все, это имочка была. Это все, это уже... Есть этот... Слушай, ну в простой, я думаю, мне уже пора, да? То есть можно уже брать. Думаю, скоро можно будет. Так, а у него пистолета не было А случайно? у него То что-то, у него думаю, глок О, простой. глок. Хотя Слушай, бы надо что. Патрики, надо вызывать. Давай вызовем. Давай, это у У нас... них планшет нормальный. Слушай, они где-то рядом еще сидят, я так понимаю. Судя по Может быть. карте, такое ощущение, что они где-то очень Надо близко. как-то аккуратно находить их. Ты вызвал, да, Патрики? А тебе? Не, у меня более-менее еще. А, у тебя нормально? Да. Вообще беда. С Так. патронами вообще просто ГГ. Просто я бы, знаешь, что сделал бы? Я бы себе обновил. Я обновил бы себе этот планшет, и мы бы видели хотя бы где. Да, можно и так. К ним по-любому же дроны летают. Да? Да. Опа. О, скаут. у тебя. Скаут А, он подъехал. один остался. Ну, Щас его мы можно пойдем. просто Щас прожать. Будет что-то заказывать, поймем, где он. Мгм. Сейчас мне прилетит планшетик. Ого. Так, Сзади, стоп. что ли? А, Подожди. это не, их два осталось. Это я. Ну Один. все, они там, значит, сидят. Они, видимо, далеко, да. Мгм. На airdrop, кстати, впереди есть. Может, там что-то интересное. А, слушай, на этом сидит. Где? Господи, это хостедж. Ага. Лол. Я уже подумал, типа, лол. Сейчас смотри, там с этого, со скаута начнут. Слушай, давай еще, наверное, патроны закажу, а то что-то... Он на airdrop упал. Угу. Упал он, Я кстати не говоря, знаю, по-моему, на конечно, них. Где наш Если я не соперник? ошибаюсь, да. Ну, как на них? Он один остался. Сейчас я... А, он вообще... А, враг один, боже мой. Да. Ну и все, го пары, прямо его прожмем, да и все. Сейчас главное от ССГ на Тут кому-нибудь калаш. не отлететь. Я Ага. калаш забрал. Красава. Ну все, щи вешай. Ко мне Забирай прилетело. патроны, бро. Да. Вань, забирай Патрики. Да, давай. Да, Тут даже... Вон еще мои сейчас Патрики прилетят. Блин, главное со Мне скаута не планшет не получить. долетел, он его убил, походу. Но это, наверное, мои, да, Патрики. Ну, поехали, что. Так, на М, правильно? Ага, все видишь. С левой стороны он где-то будет. Он разбил дрон, справа упал он. Угу. Когда он его разбил? Сейчас буду дрон разбивать. Так, я медишот тогда юзну. Он видел его, по-моему. Где? Прямо, По-моему, тоже, да, голова, да? прямо со скаутом пикает. Вот за стенки вот этой. Мгм. Кровь, видишь? Он по-любому Мгм. отхилился. Надо его вдвоем тогда Да затыкать. надо его вдвоем, да, просто сейчас Его зажать. скаут всё. и юз. Бля, упал. Так, он может нас 200 IQ обойти. Я закрою дверь Мгм. на опыте. Ну и все, парой просто его размениваем, да и все этого типа. Плюс. Можно наверх запрыгнуть. Ну что, он день здесь, если только будет сидеть. Куда же он ушел, Инти? Боится, что ли? Мне кажется, вот здесь. Я прям уверен, вот я тебе вот говорю, вот он вот здесь тут ушел на дом. Вон он, вижу, 100. Как мне тебе Голову пробраться? Ты можешь спрятаться, я к тебе не буду пройти Давай, даже. давай. Я тебя жду. Все, А, без меня головы. еще и зона жмет. Ох, зона больно будет сейчас бить. Сейчас подлетаю. Через стенку надо, Давай, да? давай. Все, обхожу его сейчас. Я с воды тоже захожу. Он... Здесь. Да? Ну, он если только отхилился, потому что я ему дал очень там прям плотно. Но он ушел туда, по воде уж. Вон он, прямо. Опа. Я даже не буду с ним там перестреливаться. Сейчас все, щи вешаем. Раз. Воу! Минус О, 60. у меня патронов нету. Добро. Да. О,
Хорош. Наконец-то, вот. Наконец-то мы его добрали, представляешь? Да вот это вот я же говорю, что эти 120 хп, еще и хил, это вообще имба. Он мне так еще хэт дал, слушай, так нормально он мне повесил. Да нет, с первого раза за 80. А, не, на шару. На шару дал. Ребята, играю я с игроком команды Pro100 Айвен. Добро пожаловать на стримчанский с профессиональным киберспортсменом. Welcome, ребята. Лайк, как всегда, с вас. Мы же выиграли что-то, надеюсь? Да-да-да, О, я надеюсь меня тоже. левел даже дал. Капитан ранг О, да 25. тебе еще и МП7 дали. Серьезно. Мать моя женщина. Ну это серьезно. Вот. Давай еще парочку, да, сыграем. А, армейский. Ну да. Три хаешки. Да-да-да. 11,5 онлайн, ребят. Добро пожаловать. Стримы теперь каждый день на ютубе, ребят, в 16:00. В гостях у Харда сегодня у нас новая рубрика, ребят, с 2019 года. Каждую субботу в 16:00, ребят, я буду приглашать профессиональных киберспортсменов. И будете задавать им любые вопросы, подкасты, будем с ними играть 1 на 1. Слушай, ну я сегодня достойно пострелял, на самом деле. Я, правда, вот без шуток говорю, я доволен. Я думал, вообще в нулину просто разорвешь меня. Но нет, смотри-ка. Это, ребят, не договорняк, поверьте. То есть это прям человек полноценно, да, я так понимаю, играл. Прям жестко прям. Не, ну там в одном месте я видел, конечно, с пистолетом был, ладно. Увидел я в одном месте, ладно. Ну, это чисто хайпануть было. Да, но это так, чисто, чтоб уж не совсем. Слушай, ну сколько у нас там счет? 16-7 или сколько? Да? Нормально. Ну, есть мне, ребят, к чему стремиться. Будем смотреть, может, какого-нибудь профессионального киберспортсмена я перестреляю. Буду больше времени теперь ему уделять, прям гораздо больше. Так, ну что, первый топ мы взяли. Я предлагаю... Видите, как, ребята, да, я предлагаю, ребята, вот видите, вот... Киберспортсменов надо везде проверять. Вот готовы они вот к новым условиям. Раз, вот запретная зона, казалось бы, да? И, конечно, игра была не такая активная, как Ну, какая-то, да, хотелось, вяленькая. но все равно нормально. Слушай, ну они вначале, да, вообще друг друга поперебили, я не знаю, прям очень жестко. Конечно. Что-то бам Мы и... упали просто на маяк, Мгм. там, наверное, рядом никого не было. Слушай, пистолет твой в приоритете какой? В приоритете, Мгм. Ну, каким ну, вот? которым больше всего нравится игра. Ну да, вообще, да. Не знаю, наверное, каждый бы сказал бы там Дигл. Но Мгм. мне приятно с P250. То есть твой это P250. Да, потому что когда играешь с авиком, приходится экономику иметь хорошую, чтобы его Мгм. покупать. Когда все покупают там с армором диглы и ЦЗшки, ты можешь купить P250 себе, только и все. Я, ты знаешь, у меня всегда была такая проблема, прям очень жесткая. Я, ну вот, представляешь, вот сколько вот играю, да, никогда профессионально не играл, то есть, ну, обычный, простой, дефолтный игрок. Меня всегда бесило, что я не могу попадать с дигла. Вот просто, ну, раздражает меня дигл, вот, ну, не могу я, и все, оказалось это- мне кривым. И сейчас, ты это- знаешь, вот в последнее время мне наладили FPS-ку, да, то есть ребята ваши, ну, тоже помогли. Куда? Так, хз. давай, чтоб на шиппинг, чтобы вообще был движ там. Или там Ну не там будет? вообще, мне кажется, Тоже будет сейчас жопа, да. Вот. Ну давай, прям рядом. Слушай, ну у нас, Вот. смотри, надо нам сразу доки и лодочные закрывать. Ну да, надо будет. И сейчас, всё короче, закрыть. представляешь, больше всего времени уделяю реально стрельбе с дигла. И мне прям что-то так стало заходить, но мне прям, ну, реально нравится. То есть сейчас чуть ли не лучшее оружие для меня это вот, ну, дигл. Несмотря, как бы Постоянно. смешно не было, да? Когда постоянно берешь его, потом начинаешь понимать, как с него правильно стрелять. Но вообще это очень... То есть для этого оружия надо очень жесткий скилл. Да, Не согласен. каждый может с дигла убивать. А что это, подожди, за желтый контейнер? Первый раз увидел. Там у меня А, на грены, крыше господи. желтые, это грены, да. Так, а у меня же хоть что-то будет, алло? О, ну, Что-то у меня вообще, я пустой. Ничего нет. у меня тоже слабовато, но я знаю эти пушки. Но мне надо, чтобы забрать молоток хотя бы. Арморчик есть вроде. Пистолет нашел, изи. Ну, это круто. Да, но только 7 патронов. Там есть на чердаке нормальный Мгм. кейс, его можно забрать что-то толковое. Наверху? Да, прямо аж... Ну, я не знаю, как на крышу сейчас подняться, в принципе. Сейчас вообще, на самом деле, такая трабла, потому что, я так думаю, сейчас нас уже в спину начнут потихонечку поджимать эти. Да, мне надо... Можно Почти. разбить? Нет.
Если найдешь молоток, то скажешь. Вижу, у меня дядь. О, да я с кулаками. Сейчас просто... Ой-ой-ой, да здесь их пара уже с автоматами, ёпте. А, меня еще обходит. Давай отойдем, Если, чтоб есть группа. автомат, если Все, подойдет... ГГ, отойдем. Тебя нечем разбивать? У меня вообще Ого. нет ничего. Так, а как нам поступить тогда? Я еще один сундук нашел. Зачем их разбивать? ща, Вот мне ща. на вот этим не нравится. Что... Да. Полгода что-то бегать, искать. Так, боеприпасы. Но если сейчас они долетят, давай еще, наверное, туда отходим, назад. Они сейчас нас просто настигнут и Так, будет... мне надо туда взять хотя бы P250. Надо взять ножик. Давай, хоть что-то заказывай, да, хоть какой-то Да, пистолет. да. Сейчас можем Потом закомбечить. Я знаю, где сундуки, да. Я знаю, где сундуки, в принципе, лежат. Чуть-чуть еще назад, да, прям О, туда. блок нашел. Еще один Красиво. блок есть. Еще один? Да, еще один блок есть. И Подхожу. армор я тебе тут выбил. Красиво. Тоже в комнате. Красиво. Смотри, катка поначалу была просто мертвой. Сейчас мы можем еще и здесь накомбычить. Армор. Так. Воу. Я хилюсь, Хилься. я хилюсь. Давай. А, да тут с двух сторон. Отхожу. Убегаю. Нет. Все, ГГ. Зону затопили. Нет, ты еще вытащишь. Да было бы чем, бро. Отхожу вообще в самую глубь. А, тут... Они, видишь, они сейчас там хлестаются, два. Блять, у меня глок. Как же мне что-то... Где-то мне надо что-нибудь подрезать. Бля, вот здесь, чувак. А у них там замес между собой. Да. Сейчас вот здесь. Вот он где-то здесь. 8 патрон глоки. Пусть бежит. Молики или... Моль, да тут вообще серьезные типы. Да где моя-то жужа? Патрики жду. Родной, давай поактивнее скидывай. Так, ну жизнь потихонечку налаживается. Я так понял, там 2, да, стака было? Да, В том районе. стака. Один стак завалили. О. Вон эти бегают, но тут мне отсюда вешать им я даже смысла не вижу. Давай попробуем, может удастся. Опа. А, 2 раза в голову дал. Ну... Банка не залетела. Криво, да, кинул. Чуть такое. Вот это... А, сейф. Короче, надо будет убегать, по-моему. Да. Рванет. Тяжело. Ай, косой! Без армора тяжело. Да у меня нету ни армора, ничего. Я ему дал ему нормально. А толку? Тоже. Ладно, ничего страшного. Лута тут мало, не? Слушай, а мы что-то прыгнули и вообще ничего не ничего было. нет. Вообще Такая пустые, зона. да. Тупо сколько мы? Два глока нашли и то. Я по пабгу привык, ну что, типа, если нормальные пары, все должен быть лут. Мгм. Донаты есть? Не, ребят, я донаты выключил. Зачем? Вы со мной, и этого достаточно, братцы. Так, пошла вторая игра. Сейчас пока ищется. Главное Сейчас спрыгнуть, да, подтвердим. хоть что-то найти, хоть и потому что даже денег толком не было, прям очень мало было бабок. Но это бан, да, согласен. Часто трейдишь, я смотрю, у тебя кейс-мани. Да, частенько. Но я как я трейжусь? Я захожу и дергаю как его, вымениваю скины. То есть, допустим, какие-то редкие. Сейчас вообще собираю коллекцию, короче, самую большую коллекцию скинов, самую дорогую среди стримеров в мире. То есть я прям начал это очень плотно тяжело тебе собирать. Ну, это в районе 20 миллионов, да, где-то будет стоить. То есть плюс-минус там. То есть, ну, не просто, да, до кучи. То есть, допустим, 20 драгонлоров, а именно вот, чтобы все скины были разные. То есть, прикинь, вот, все, допустим, ножи-крюки, их там, представляешь, сколько там, фаз там разных там. И именно, чтобы флоты были, короче, от 0-0-0. То есть, 3 нуля, чтобы было во флоте. Но это будет очень долго, очень сложно, но это будет просто бомба. Когда... Да, это будет очень дорого, да. Да, жиза. Это будет очень дорого. Так, попытка номер 2. 3, точнее. Первый, ребят, топ взяли, но сейчас что-то у нас не хватило до лута немного. Так со скинами лучше играть начинаешь. Да, сразу, это прям молниеносно, да.
Я недавно ждал ножик, по-моему, 6 дней на КС. Мгм. Играл 6 дней как лох вообще. Движения вот эти вот херовые. Ну, пришел и все У восстановил. меня мечта это сувенирный лор прямо с завода, но это лям 300, лям 500, то есть там разные суммы стоят. Это дофига бабок. Это очень, да, дорого, это... Это квартира в моем городе. Однокомнатная. А где живешь? Подмосковье, город Клин. Лям 300 это получается что-то 30 бачей, не? Ну, где-то так, 30, да? 30 где-то тысячу, поменьше, там не 30, конечно, там... Там что-то порядка, Да, наверное... удовольствие. Да, там, наверное, что-то порядка 20... Где-то 20, наверное, тысяч бачей. Ну, там, смотря сколько, да, 20-21 где-то тысяча. Где-то там плюс-минус. Так. Ну, я... Я хз. знаю, есть место. Давай вообще на пирс, провались оно пропадом. Давай. Прыгай на пристань, да, го. А там Кстати, было раньше. Самое забавное, что зачастую там много вкусного. То есть прям вот бежишь, и вот здесь, Да. вот где рядышком, чуть выше, вот где ты отреспился. Мгм. Там в воде очень много чего бывает вкусного. Ну, сейчас посмотрим. Да, вон сразу, видишь сколько. Тут из заложники, и что тут только нет. Вон и дроп, я вижу, Да. валяется. Кстати, заложника легко можно вывести. Да? Я выводил, да, много раз. Там да просто до буквы R добежать ничего не стоит, в принципе. Я миссию на таргет нашел. Дроны нашел. А пушка будет? Хорошая тема. Найти бы теперь... У заложника Ну, я далековато нашел нести. бомбу. Но я не такую пушку хотел. Не, я ничего не нашел, вижу врагов, но далековато пока. они. Возле заложника было что-то, по-моему. Ой, я флешечку нашел. Гуд. Ну, если у тебя есть пушка, я патроны знаю где. Нету вообще ничего. Вообще. То есть прям вообще пусто. Да, ну ладно, патроны буду знать где. Попробую сейчас Так, здесь, но мне кажется, сейчас меня правый. здесь примут. Кстати, на эту ж не падали, куда я еду. Мгм. Так, турель, Флешки. по-моему, должна стоять, да? Да. Турели, да, там Патрики. Да, но мне надо хотя бы что-то, чтобы ее убить. Ой, я вижу одного типа, но он меня Я не вообще видел пустой, у вроде. меня даже... У меня тут подлутано все. Я тоже пустой, это что это за игра? Вообще, прикинь, пусто. Еще одни патроны нашел. А можно найти фото, пожалуйста? Если бы к этим патронам еще бы, да, и ствол найти. Еще тоже Так, патроны, а на прикинь. ангарах там были, да, вроде? Да. Ладно, придется заказывать. Слушай, давай, да, закажем. Я МП-7 Короче, заказываю. МП-7 тоже я заказываю. Сильная ждем. пушка на самом деле. На дальних уже нормально. Да, будет. кстати, неплохо она. Ну что, ждем? Просто ждем. Сейчас прилетит волшебник в вертолете. Кстати, можем сейчас поджать, наверное. Ой, я нашел что-то. Пистолет нашел. Пистолеты. Ура! Волыны. Так. Нашел армор. Так, ко мне Слушай, скинет. ну, жизнь начинает играть. Хоть какими-то красками. Вот, МП-7. Все, надо теперь турель убить, Мгм. забрать патроны. Слушай, МПшка ко мне тоже нормально прилетела. Патриков у меня прям уже нормально. 40 патрон. Ого, ну это... Да, это Нормально. уже заявка на зажим. О, у меня тоже сейчас 40. Так, турель, вон там. в Го, контейнере. го. Ага, видел. Вон я вижу Её пушка, бах. вон справа, но я не вижу даже смысла туда щемиться. Есть. Угу. Надо патрончики? Бери. Чуть-чуть, да, давай прям децл возьму. Мгм. Дрон летит. Так, куда? Мужик летит, а можем последовать. Пойдем за Там, дроном. кстати, патроны на этом Мгм. острове А вот он туда и летит. там Ага, кто-то- А, нет, это он... А, это он Ой, улетает, да. Это он да, улетает. заберем патрики. Все, патронов должно Мгм. хватить. Там, Да, я где, тоже куда так мы думаю. сейчас идем, Мгм. там были. Ой, короче, аккуратнее. Или заложника выведем. Слушай, давай за ложа, да, выкинем. Надо у на меня букву армора R нет. идти. Я вижу, где тип. На Го, радаре. го, Возле, как иду. раз возле залога. где Иду. высадка. Открыто мы, блин, бегаем. Да. А ничего. Где ребятушки-то?
Он где-то прямо должен быть, вот куда, вот прямо куда я Плюс на броня. радаре показал его. Угу. Вот есть так 9, если надо тебе. Угу. Да, надо. Сейчас заберу. Так, я скину, я подобрал, чтобы Мгм. вы не стырили. Вот, на дороге скину. Угу. Так, он, по идее, должен быть тут где-то в доме сидеть. Я не удивлюсь, да, если он Ну, сидит. щас. Так, ну тут есть пушка, пистолет можно забирать, его нет. Угу. А, да, его нету. Отнеси заложника. Ну, можно, да, можно заложа. Идем. А, вот, слушай, стой. Куча Нашел всего. Да, куча всего. наверху труп Это лежит. пустая лежит. Тут труп, и у него дробовик есть. Офигенный. О, вообще прям бодро. Слушай, здесь какой-то, да, видать, хлестанулись, Дробовик ребята. он может забрать, он вообще имбовый, вот этот крокодил. Да не-не-не, все ровно. Слушай, где-то перед нами, да, ребята? Да, да, на заложнике Прям как в раз. упоре. Там, заложник внизу, кстати. Мгм. Надо высаживать его. Давай Ребят, сейчас может, пройдем. будет- Давай высадим. По-моему, где-то вот здесь, да? Да, внизу, вот там, где зона нарисована. О, меня тип стреляет на 230. Подожди, а зона? Сейчас я зачекаю. 1 хп. Один? 119, да. Лол. Ты... А, далековато был. Надо хил. Чуть не разбил. Лол. Как я не разбился? Вот. Лучший. Хил должен быть, да. Этот сотый. Хила нет вообще, ГГ. Ну меня растаскали нормально. Профессионалы играют, что? Он Вот это сейчас было прям там вообще. выше чуть-чуть. Это было прям на грани, А ребята. у тебя зона идет, по-моему. Вот. Пытаюсь. Этот еще дышит, блин, Товарищи. активно. И так страшно, он еще дышит. Вот, в общем, справа тут на пирсе заложник выводится. Угу. Да, вон, вижу. Так, теперь молимся. Топим. Топим за Леху. Да? Так, ждем. Сейчас постараемся не обосраться. А у тебя апгрейднутый этот планшет? Не. Можно Он было бы, просто да, кстати. показывает, куда дроны летят. Мгм. Это имба. Сейчас мои ребята, да, прилетят, я быстренько здесь. Ну-ка, братцы, давай, поактивнее. Ой, Лол. тут можно В смысле? Подожди, а где ж? Это ж... Ты забрал его на себе, он на тебя. Минус шприц, я понял. Так. Справа где-то. Ага. Нормально я там дал. Ух, ёпта. У меня херовые новости. О, А! ну, Лол, 101! тут все было против. Блин, я ему 19 хп оставил, да. Тут было все против тебя. На Третье самом деле. место, да. И зона ушла не туда, и все уехало. Ладно, ничего страшного. Хочу, мы можем, в принципе, ММ сыграть даже обычно. Можно 2 на 2. Если хочешь, да, давай. Да, да, я думаю, тоже интересная очень тема будет. Так, да, два на два. давай, да. Полчаса тренировочная шпилочка. Да, как раз давай, изи. 100%. Сейчас, да, 2 на 2, и мне уже тоже сейчас и вечерний стрим не за горами. Как тренируется команда просто, братик? А ты все увидишь, ты, наверное, пропустил немножечко. Ребята, вроде ты говорил же, да, как тренируетесь? В целом. Ну, вообще, в общем. Да. Посмотришь, бро. Будет ролик, я, если что, стрим оставлю, ребята, обязательно Так. пересмотрите. Ребят, да, жду всех на вечерних стримах каждый день, точнее, на дневных стримах в 16:00 на Твиче. И, ребят, на Ютубе мы каждый день, точнее, каждый выходной, каждую субботу приглашаем профессиональных киберспортсменов. Ребята, располагайтесь, приходите и будьте как дома. Так, что у нас там ищется? То я свернул игру.
Так. Нет, там, по-моему... Блин, меньше подожди, а у меня всего. блокировка 2 на 2 мы что же, да, не поиграем или поиграем? По-моему, поиграем. Поиграем. А, 2 на 2, если блокировка, поиграем, по-моему. Если я не ошибаюсь. У тебя бан. Это, Во. ребят, в этом бан, ничего страшного. По-моему, пустят, если я не ошибаюсь. По-моему, только ММ нельзя играть. По-моему. Сейчас посмотрим. Да, Винг должны пустить. Так. Ну как получается? Слушай, ну пока ищет, ищет. Сейчас посмотрим. Надеюсь, найдет. Что пишет waiting for lobby leader. Ну и- Play CSGO, это просто Danger Zone поменять на Wingman надо и все. Погоди, это мне нужно найти... О, Где тут? Wingman это предпоследнее. Напарники, вот, да, вижу. Так, что ставим? Давай, Инферно. Cobalt Train, да тут вообще, на самом деле, без разницы, что ставить. Все играют Dust 2. Шо? Dust 2, четкие пацаны играют. Слушай, а в напарнике что-то даже не вижу Dust 2. А Или он я Short слепой? Dust называется. А, возле Нюка. он переделанный, все, я понял. Ну, давай на нем и сыграем. Изи. Первый Dust. Сейчас посмотрим. Не, меня не пускает. Не-не-не. У меня блокировка в этом. Ничего страшного. Да ладно, А, хрен ты с ним. ливал с ММ? Да. Да я не ливал, я вышел тогда. Вообще, там попались поляки, и жизнь трещину дала, и что-то пошло не так. Вопросы с чатика даже пообсуждать. Слушайте, да, ребят, давайте сделаем следующим образом. Это такая вот у вас эксклюзивная, наверное... Давайте просто сделаем короткую рубрику «Вопросы из чата». То есть прям сам вот выдергивай, ребят, спрашивайте. Я сейчас на YouTube. Спасибо огромное за лайки, ребят, спасибо. 29 тысяч лайков. И сам Айван, ребят, выберет... Айван, напомню всем, ребят, профессиональный игрок команды Pro 100. Так что, братцы, я надеюсь... Задавайте любые абсолютно вопросы, может быть, что-то интересно, может быть, то, чего вы не видели. Да я в чате. Спрашивайте, ребят. смотрю. Вопрос с каким ковром? Тканевый, резина. Ну, ткань, резина всегда внизу. Чуть погромче. Ткань наверху, всегда резина внизу. То есть есть два вида ковра. Тканевый Мгм. и хардпад, это который пластиковый. То есть Мгм. на них почти никто не играет, только один Nothing в Cloud9 раньше играл. Тканевый у меня Ага. Logitech G640 называется ковер. Да. Мгм. Какие еще тут? Ого, они так быстро бегут. Да. Какой у меня системный блок? i7 7700K. FPS у меня видюха 1070 GTX. FPS у меня ниже 200 не падает. Мгм. Ну, только разве что когда раскидка на кэше. Любые, ребят, спрашивайте любые абсолютно вопросы. Как, где, что. Прям человек сам выберет из чата вопрос. Ну, началась карьера, это мы уже все обсудили, это будет на видосе, вы можете Да. увидеть. Я стрим оставлю, ребят, можете потом, да, пересмотреть. Может быть, даже, Как кстати, и видео дела в сделаю. личной жизни? Отлично. Я уже женат год. Так, откуда я? Я с Киева, всю жизнь тут живу. Лет в киберспорте, ну, с 2000... Не, если считать чемпы еще с 1.6, то 10-го. Что едят профессионалы? Ну, когда получается, нормально едим. Когда не получается, приходится доминос заказывать всякие. Как попал в Просто, но с Димой Дефом я еще играл со своим тиммейтом команде еще в 1.6 в 2010 году. Поэтому сцена у нас в Украине маленькая. То есть они кикнули Авика, который у них был с Майк, взяли меня. Я до этого играл в Китае, кстати. 2 месяца играл за команду, жил там. в Шанхае. Слушай, а что за команда, если не секрет? Команда, в общем, правила Perfect World, то есть Мгм. там правит всем. И у них правила надо обязательно, чтобы было 3 китайца. И нас Мгм. позвали, меня и друга, в общем, попробовать поиграть за одну команду. Мгм. Буткемп был там отличный, все отлично, но организация очень много лажала, очень много разногласий было, поэтому мы через 2 Мгм. месяца уехали. Мгм. То есть китайская сцена очень, на самом деле... Слушай, а вот, Вы кстати, вот знаешь, очень многие, я пропустил вот этот вопрос, а зря. Ты молодой, да, ну, относительно пацан, да, уже там все, у тебя семья своя, да, уже парень, уже Ну да. молодой, считай. Ты мне подскажи, пожалуйста, а как вот вообще, правда, вот, ну, это важный вопрос, согласитесь, ребят, как вообще близкие вот относятся
с пониманием или нет, родители как вообще в свое время, ну, начинали относиться. Ты ведь, получается, на про-сцену, на полупро даже попал, будучи еще, ну, молодым, да, совсем? Ну, все Пареньком. начинается, когда ты начинаешь получать от этого прибыль. То есть тогда уже Вопрос становится закрывается, да. Вот и все. Это все очень на самом деле просто. Самое, то, что ты запомнил, вот самый первый, то, что ты выиграл, где ты поднял бабки. Может быть, турнир, чемпионат. Ну, когда ты пришел вот домой, сказал, мам, пап, вот у меня вот. Когда нас подписала команда Hellraisers на второй состав, он назывался Explosive, это было в 2014-2015 году. Вот тогда Мгм. вот уже вот все стало серьезно. Какие Мгм. так, аниме смотришь, конечно. Смотрю. Конечно, ребят, мы все смотрим, все нормальные пацаны смотрят аниме. Вот так и отдыхаем. Вот как раз вопрос, как Всей просто командой садятся, короче, вокруг телевизора, да, у них час по регламенту, короче, просмотр аниме. Прям 100%. Топ-3 Так. самых лучших стрелка в мире. Ну, в соло, естественно, рейтинга. стрелка. Именно вот неважно, такой с чем. индивидуальный, да? Индивидуальная стрельба топ-3. У меня топ-3 будет, у меня будет там Simple, Так. будет Electronic и будет, наверное, Нико или из Ликвидов Twist. Я между ними выбрать Мгм. так особо не А могу. про Скрима? Что думаешь? Или Не, слабо? Он давно уже не играет на топу. И его вот этот стиль игры мне на самом деле, мне кажется, ему Мгм. мешает играть. Мгм. Ну, да. Что еще хотели бы, ребят, спросить? Спрашивайте. Хоп нужен для КС, да, иногда решает, на самом деле, когда авик пропрыгнуть на или задавить типа там с пистолетом на эко. Ну, вы поняли, это решает тему Мгм. вообще. Ну что, я Почему? предлагаю... Давай, да, еще пару буквально вопросов любых выбирай. PUBG играю, в другие игры, которые я играю, чтобы сразу понять, я почти, кроме КС, ни во что не играю. Очень редко получается играть в какие-то игры. Но из этих игр я вот недавно купил на Новый год, когда у нас был отдых, я купил себе новый Call of Duty Black Ops 4. И мне на самом деле больше, чем PUBG понравился. Но это на любителей, ибо там модельки слишком быстро бегают. Мгм. Сенса 2.2 DPI 400. Мгм. Так, что у нас еще? Ну и последний, да, вопрос прям дергай, может, самый интересный. Самое интересное, это надо выбрать, правда. Как попасть в киберспорт слишком много уже ответов было в это везде. Да, кстати, мы и у меня на совсем канале. не поговорили вообще, на самом деле, про Кис-лигу, хотя зря мы это сделали. Не, надо поговорить, в принципе. Да, как ты вообще относишься к ЦИС-лиге? КИС, ЦИС ее по-разному называют, но, в принципе, ссылочка, ребят, если что, да, есть внизу в описании на ЦИС-лигу, и можете посмотреть, там промокод мой, Hardplay, так Вот что если вы залетайте, хотите да. пробиться в киберспорт, вот это ваша лестница туда. По ней будет забираться тяжело, но мне кажется, у каждого, кто приложит достаточно усилий, это получится. То есть Мгм. раньше такого не было. Сейчас есть, сейчас есть CIS-лига. В этой же CIS-лиге в паблике можно обсуждать неправдивый бан, там еще что-то. То есть там ребята занимаются серьезно. То есть призы, то есть ты можешь месяц, грубо говоря, позадрачивать, ну и Мгм. там скинчик тебе выдадут, ты его там где-то продашь, грубо говоря. Вот тебе уже есть бабки там в школе на, не знаю, на ланчи всякие. То есть, по Ну или факту, можно сейчас собирать. ребятам, да, можно перейти, просто элементарно подняться путем своего скилла и зарабатывать деньги. Конечно. Просто в Раньше КС. такого не было. Вот в наше время такое Мгм. было, это было очень круто. То есть, До этого не было. Это сейчас вот, да, вот ребята организовали Зевс, и я считаю, это очень достойная идея, потому что, получается, люди сами могут своими усилиями войти Ну да. в любые, в принципе, любые вершины, да, правильно, оттуда же, потому что оттуда да. попадают люди Тем напрямую в более Зевс киберспорт. очень сильно занялся дальними регионами и Да. будет открывать сервера в Казахстане, в Сибири, ну, в Мгм. тех краях. То есть я знаю, что в Владивостоке там Мгм. играют на китайских серверах всегда. Ну, там есть программа 5E, как у нас Faceit, только Мгм. они играют с китайцами, потому что у них пинг очень большой. Я Мгм. думаю, это может проблему решить, на самом деле.
Я рад, что у нас появилась такая лига, и это Да. очень хайповая тема, так что залетайте, ребят. Оно Я- того стоит. Я, ребят, на самом деле вам сейчас прямо на стриме, давайте, наверное, я Ивана отпущу, потому что, я так понимаю, сейчас дальше у него свои планы. Бро, я хотел бы тебя поблагодарить, на самом деле, от лица всего канала, от всего нашего ресурса, от Ютуба, от Твича, потому что многие, там, десятки тысяч человек это потом видео пересмотрят, стрим этот пересмотрят. И поблагодарить, пожелать в вашей команде, тебе лично, дальнейшего развития, высот, всего того, что ты хочешь, потому что ты отличный игрок, ты, я считаю, прекрасный, наверное, тиммейт, но это ребята твои уже тиммейты, наверное, больше знают. но- Лучше тиммейтов спроси. Да. Как игрок, я считаю, ты очень хороший. И мне кажется, у вас есть будущее, ребят. Очень буду надеяться и смотреть, что и как вообще у вас дела будут обстоять. Так что удачи Да. тебе. Спасибо, что заглянул. И Да. я на Отдельный связи. привет всем, кто смотрел. Спасибо, что зашли на стрим. Тому хорошему человеку, как Лю. Отдельный привет нашим спонсорам 1xbet и CSLI. Да, Ребят, не забывайте, CSLI это ваша лестница вот в киберспорт. да. Так что согласен, дерзайте, ребят. ребят. Все, пока, Леха. Надо Пока, прощаться. пока. Тренировка. Удачи, Всё, бро. пока. Всем Спасибо ребятам за привет стрим. огромный. Спасибо. Да. Спасибо, что заглянул. Ребят, я считаю, очень крутой стрим. Сейчас мы пойдем поковыряем новые скины для нашей коллекции. Обязательно поковыряю сейчас пару скинчиков каких-нибудь новых. Как вам вообще, ребят, такой формат стримов? Кстати, я сегодня специально не стал ни админов настраивать, никого там, ни ботов, ну, на стрим запускать, чтобы там банили дурачков. Ребят, я хотел бы напомнить, что чат я всегда читаю, в отличие от многих других стримеров. Я не закрываю его, не там делаю какую-то задержку, еще что-то. Я, ребят, всегда читаю, пока я не прощаюсь, я еще не ухожу, ребят. Я, ребят, смотрю всегда, то есть смотрю непосредственно за чатом, и все, кто сегодня писали дичь, будут забанены на канале, с чем я вас, собственно, и поздравляю. Так что я вас просто прям вот, знаете, вот от души поздравляю. Потому что все те, кто забанен, все те, кто пишут всякую хуйню, не будут принимать, ребят, участие вообще ни в чем. То есть ни в розыгрыше новейших видеокарт, да вообще ни в чем. Просто вы оказываетесь за бортом, так что, ребят, на этом канале прошу проявлять уважение. Как вообще вот у вас... Как, ребят, вам... Я, честно, я был бы очень рад, ребят, если бы пришли еще не только там игроки, да, там тир-2 команд. Я буду стараться звать тир-1 команды. Я считаю, это очень-очень будет интересно. Если даже они будут англоязычные, ребят, то мы обязательно с вами элементарно просто возьмем и, ну, тот, кто нам будет переводить, субтитры сделаю прям иностранные для видеороликов. Я считаю, очень интересно посмотреть из первых уст, потому что, мне кажется, такого формата стримов вообще абсолютно нет ни у кого, и из первых уст услышать, как вообще люди относятся, да, ко всему, то есть как они тренируются, как они живут, задать им сами вопросы, да, вот из чата. По-моему, это очень-очень-очень круто, так что, по-моему, очень крутая тема.